Мне, конечно, они больше идут. Честно могу сказать. Не, нормально мне идут. Не, они мне больше Ладно, идут. давай я тоже померяю. Вот, Посмотри. вот, Нет, вот тебе они вообще не вот идут. скажи, Тамби, они кому больше идут? Мне или ему? Блин, там би плюс Нет. стикселяр Да. сейчас на счету. Я тебе реально говорю. Нет, плюс 10 Очень. лет. Дзинь, сделайте All вот done. здесь вот дзинь. Серьезно, тебе еще однотонный Не, ребят, свитер конечно, какой-нибудь. они созданы для меня, честно вам скажу. Ну ладно, я предлагаю подраться за них. И кто останется Слушай, в в живых. конце подкаста решим все-таки. А давай разыграем между нами тремя эти очки в конце подкаста. За лучший На комментарий. сейфа. Можно Классно, было. настроение вообще шикарно. Но сейчас мы его испортим. Кому? Себе? Слушай, классно. У выглядит, да, У Адама Саня? уже испортился. Не знаю, нет, как да, хотел. он такой, Он зря бля, такой, эту часть- зря я сказал про эти очки. Паум. Что-то всё Стоял в очереди. выделяется все больше и Ты стоял в больше. очереди ради меня, получается. Ну, реально, очень давно. Мы, помнишь, да? Ты даже Я это не ценю. стал заходить туда. Я просто сел, мне так, честно говоря, не хотелось там эту очередь стоять. Я Ладно. сел, я грязь Я жду это здесь. Давай подкаст хорошо сейчас у Я нас. это- Оставь очки я тебе. Я это ценю. Я ценю, что ты стоял в очереди ради меня. Да, кто же Купила знал, я. что спустя столько времени тебе придется... Сколько нужно платить за очередь? На самом деле, я тебе могу сказать, сколько за очки можно заплатить. Так, сколько? В рублях это сколько вообще? Сколько это В долларах, может быть. Можем В доллары. долларах сколько это? Ну, 2000? да. Ну, мы можем договориться. Всё. Не, на самом деле, конечно, можем. Конечно, можем. Мы сейчас придумаем, что ты можешь нам взамен дать этих очков. Сейчас подумаем, Саня. Можем ли мы стать... А пока мы едем Кстати, дальше. мое участие в подкасте стоит как раз $2000. Кто хочет пригласить, приглашайте. Оказывается, просто воды Всё, недостаточно. я думаю, Все просто. Ты берешь деньги вот за интервью, за съемки? Есть у тебя такой опыт был уже? Нет. Ну, Нет. если это коммерческие съемки для рекламы чего-либо, ну, можно по бартеру договориться, либо, Да. ну, такое редко бывает, я обычно не продаюсь. Это, наверное, пояс должен быть, чтобы у тебя уже... Пояс? Ну, Пояс? пояс UFC, ты должен быть обладателем пояса UFC, наверное, чтобы Чтобы это продавать коммерция. интервью? Ну да, чтобы... Нет. Нет? А мне кажется, будут Ну, для этого медийность. достаточно имени просто, и того, что ты как себя преподносишь, и того, есть ли у тебя время для съемок или нет. Просто Мгм. можешь сказать, что у меня нет времени для съемки, но если вы меня заинтересуете, я его освобожу. Ну, ты меня заинтересовал сегодня очень. Ты прям смотришь на меня этими Мне глазами. нравится, что Да. это лейтмотивом будет через весь подкаст проходить теперь. Да, зачем я вообще сказал про эти очки? Ай-яй-яй, ты хотел понтануться, хотел красиво, но Слушай, я чувствую просто чуть-чуть умнее себя, очка, реально. Вот сейчас я чуть-чуть умнее стал. Как будто. мне, Голос такой более, знаешь, мне выписали размеренный. очки вообще, но, честно говоря, так лень их носить. Я Ну, уже... они тебе идут, кстати. Тебе Да. идут. Ну, я Особенно сразу... У тебя есть с собой? Нет, я вот мне все, мне надоело. Хотя даже не знаю, я не видел их. Мгм. Наверное, есть. А как вообще жить с таким, ну, с С зрением? таким весом. Это следующий вопрос. Не, у меня этот минус 1,75, это минус 0,5. То есть у меня небольшой А минус. так у меня так же. Ну, Это... у меня то же самое, мне очки не прописывали. Мне сказали, я и так хорошо вижу. Ну, как, мне... Я... Типа крупные предметы. Да, в зеркало всегда удобно, без очков. Ничего не размыто. Не, я просто за рулем, когда я надеваю очки. Но не так, что я типа, я вас вижу, если А что. были прецеденты? Чтобы... Что- Нет, просто я Чтобы были темнее. стандартный чекап делал, и мне врач говорит, а ты давно левым глазом не видишь? Мгм. А я вот так, ну, обычно домой, когда возвращаешься, там, не знаю, телевизор или что-то ты включаешь, и так я смотрю, и что-то двоится. Я такой, ну, это я просто устал. Вот. И потом она говорит, ну-ка, я говорю, я прекрасно вижу. Она говорит, ну-ка, закрой. Я закрываю, и реально я, оказывается, не вижу. Ну, а Она кроме- говорит, я, говорит, справа стою. Вообще-то. Я говорю, Ну, придумываешь же. Не, реально Не- было вроде такое. Да я не, помню. не было. Нет, А, почему? а кроме зрения, ты уверен, что все остальное нормально? Там, Все остальное такой, идеально. вот оказывается здесь. Оказывается, а у вас не со зрением проблема. Нет, со зрением проблема, потому что остального я не замечал. Ага. Да, и вот это первая проблема. Ну ладно, ну, ты хорошо Работаю. выглядишь. Спасибо большое, взаимно абсолютно. Спасибо. Вот и я уже говорил, ты как будто реально ты идеально подходишь для Патриков. Да. Не, Ну, ты реально, прям вот модно, по виду стильно, очень вообще круто, так сдержанно, стильно, нету таких набросков ярких, все. Знаешь, чего не хватает? Кофе и очков, да? Ну,
просто очки бы... Просто очки бы уже было Правильно, что мы достаточно. сейчас весь про эти очки будем. Ты просто сам эту тему заводишь, когда на меня смотришь. Понимаешь, ты еще, более того, помимо того, что они сами очки классно выглядят, ты Да. еще и рассказал контекст, соответственно, Да. у этих очков уже есть история. История своя некая. Понимаешь? Представляешь? А я Да. теперь я могу еще длиннее рассказывать, представляешь? А потом меня еще кто-то также попросит, я подарю, наверное, будет еще длиннее. Это будут очки, которые У них через будет свой тебя... бэкграунд какой-то, Да, у них будет бэкграунд. Да. Представляешь? Они проживут У них собственную... будет какой-то свой пояс. Они проживут по собственную БЖЖ жизнь. у этих очков. Вот, кстати, Опа! поговорим. Это первое вообще, Поговорим что, за об что этом. мне прилетело. Поговорим об этом. Поговорим об этом. Я уж Не забывай, что эти очки, возможно, будут твои. не просто так пришел. Да. Не только Что он за... изменился сразу? Я пришел не только за Давай очки нормально сюда. общаем, мы друзья, типа, йоу, все нормально, Так, чувак. Ты Был с Америки, йоу, окей? у вас господин К. Вот, Камиль Гаджиев, да. господин К, который не занимает джиу-джитсу бразильским, рассказал, что я, значит, недостоин черный пояс, а вы его поддержали. Подожди. мы Вы, как меня там поддержали? не было, кстати. Подожди, А меня не что было на значит этом поддержали? подкасте. Ну, Не было ярких. Я тебя не помню, думаешь? Меня там не было. Точно, на подкасте с Камилем меня не было. Кстати, его там не было. Реально. А где ты был? Там У был... него алиби Сейчас- есть? сейчас Там вы был меня- сейчас Тимур меня- Каргинов. Тимур Каргинов с нами был. Тем более. Да, он тоже, кстати, А где он пурпурный сейчас? пояс. А где он сейчас? О, В зале. кстати, вам было бы прикольно побороться с Мне Тимуром. бы с пурпурным поясом было Тим- бы не очень прикольно. Тем более. Тем более, ты же Я-то сейчас... вообще-то черный, между прочим. Ну да. Пояс. Блэк, Так ты же поездил еще по штатам, просто везде детей раскатал. Не только взрослые, они просто... Там были абсолютные категории, а борьба взрослого с ребенком набирает просто больше просмотров, поэтому именно это вы посмотрели. Не, кстати... И вообще очень странно, почему попалась борьба взрослого с ребенком в Инстаграме или на Ютубе, где вы это смотрели. Ну, мы Я видел, целенаправленно где- не вбивали. Я Ну вбил да, Нага, 70 Нага килограммов. Ты просто 20-25. интересуешь борьбой взрослыми с детьми, и поэтому тебе вот попалось. Ладно, я долго... картинка. Не, я предлагаю развивать этот диалог дальше. Давай, разовьем. Почему ты интересуешься? Кто будет тестировать мой черный пояс? Ну, это точно не мы. из Мы... здесь присутствующих. Чувак, Смотри, с у самого нас нету начала- поясов, это раз. Из Ага. пояса у нас только Нам, овечьи, нам, наверное, только. нам Так, даже ремни не Тогда, нужны. пожалуйста, опровержение или Нет, давай официальное- просто, смотри, официальное тебе не извинение. понравилось, что... Официальные извинения. Нет, на самом деле, я редко видел, что ты в бою применял технику Потому что я джиу-джитсу. могу это Вот, я тебе про это и Нет, говорю. не Я нужно. думал, ну вот, типа, там, черный пояс по кикбоксингу или по боксу, я А, понимаю. так не бывает Ну, таких. джитсу, я Ну, просто бывает. в Подожди, лёгком база удивлении. карате? Кёкушин? Сейчас звучит как вызов. Не, я просто я Ну, там задаю просто вопрос. реально, Я да, понял, и- у нас в такой плоскости любой вопрос это Я вызов. уже готов, да, к Да, этому. Я типа, просто, а да, зрение какое у тебя? А что, хочешь проверить? Видите? Я просто- Да, закрой левый глаз. Так. Ага, и У что меня база теперь? карате, кёкушин, но, ну, она детская база, скажем так. Так-то я потом уже все понахватал. И потренировался везде. Мгм. И сейчас у меня черный пояс по джиу-джитсу. Мгм. Глядя на Адама. Это Да, первое. почему-то так, правильно. Первое, что Саша сказал мне, вот мы когда встретились Это не я сказал. в Вегасе. Нет, это практически первое, что ты мне сказал. А что вы там говорили, что у меня какие-то проблемы с БЖЖ? А? Да. Что вы там говорили? Может Я не быть. понимаю, что это Я- за дело вообще. Я говорю, я ничего не говорил. И в Это тебе итоге, надо у Камиля, кстати. в итоге мне спросить. пришлось Да, сняться в Что он, Рилсе. На самом деле, это разговор был, знаешь, о чем? Что в России как-то легко даются черные пояса. Ну, я же не в России получал. Правильно. Ага. Это вот Так, не мы же, это все. смотрите, история такая, Да ладно, рассказываю. если было, то было, говорили. Нет, да, Давайте так, Наша расскажу. за- задача неделю. просто Раз- болтать. Раз мы говорим про единоборство, да, наш про единоборство Не подкаст, про очки. да, да. Кстати, Классные очки. Кстати, классные очки. Кстати, в джиу-джитсу можно заработать 2 очка за свип или за тейкдаун. Вот. Все, Поэтому я понял. я могу сделать свип или тейкдаун. Я сделаю нижнюю креветку, чувак. Ну, кстати, с таким весом ты, по-моему, еще не работал. Ошибаешься. Было? Какой вес сейчас? Конечно. У меня 116-117. 16. Ну, примерно так, я думаю, буду выглядеть. Так, вот так вот. Когда вырасту, да?
Друзья, если вы интересуетесь криптой и хотите разбираться в ней без лишнего шума, стоит обратить внимание на Mosca. Mosca – это сообщество, где вы не встретите пустых обещаний, сомнительных монет и навязчивых суперстратегий по заработку. Только проверенная информация, честная аналитика и реальные рыночные обзоры. Их цель не продать вам что-то, а помочь разобраться в реальной картине рынка. Переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал Mosca. Там всегда говорят по делу и без лишнего шума. Началась моя джиу-джитсу в далеком 2010 году, или даже 2009, 2010. Я поехал собственными силами с помощью, ну как собственными, меня ребята из моего зала проспонсировали, потому что я был еще молодым студентом, дали мне немножко с собой. Это Стрелка Тим? Нет, Стрелы что-то не было. Стрела. Это был будущий клуб Рот. Это ребята, которые потом организовали клуб Рот. Мы с ними в самом начале двигались. Был там такой человек Влад. Сейчас он уже, наверное, не здесь живет, не знаю. Вот, ну, короче, меня спонсировали, отправили. Я там позанимался 2 недели джиу-джитсу. У меня еще был белый пояс, я вернулся. Здесь в целом об этом пока мало кто знал. В Готовске занимался, мне еще не было черного пояса к этому времени, но такой популярности джиу-джитсу вообще здесь не было. Потом через какое-то время я уже попал в Стрелу, это в 2011 году. Там стал сдавать на пояс. Ну, сдавать я не сдавал на пояса, просто тренировался, выступал по своим собственным делам. И Дмитрий Геннадьевич Селивахин, глава Стрела Москва, всей Руси, вот, давал мне потихонечку пояса. Так я дошел до коричневого пояса, и черный пояс отказывался очень долго получать, в течение 6 лет примерно. То есть у меня 6 лет был коричневый пояс. И не потому, что мне его не хотели давать, ну, как бы там, не то, что отказывался, каждый раз возникали какие-то такие моменты, что ну, там, сборы, уезды там во время аттестации. Ну, короче... Не было времени добить. Приехал в Америку и начал работать с ребятами в зале, где в основном там много тяжей, и основные ребята это джитсеры, причем джитсеры очень крутого уровня. Вот один из них сейчас приезжал на турнир. А вот недавно то, что был ADCC в Москве? ADCX какой-то. Ну, Абу-Даби, Комбат, что-то Да, там, да, джиу-джитсу. Да, то, что... Вот, да. И вот я его секундировал. Это один, который дрался с Фити Немковым. Это один из моих тренеров по джиу-джитсу. Он даже больше по борьбе тренер, чем по джиу-джитсу, по подживу. Он выиграл? Он выиграл, да. Они оба третьи данные по джиу-джитсу, занимающиеся этим спортом всю свою жизнь, и они сказали: слушай, тебе уже пора давать черный пояс. Мы с тобой боремся, вот ты с коричневым, и как бы нам некомфортно, что мы с третьим данным, ну, как бы, ты уже готов получить. И они сами, без моего ведома, связались с командой Стрела, с Дмитрием Селивахиным через там моих тренеров, договорились о том, что могут ли они мне вручить черный пояс, и там уже в Америке, неожиданно для меня, без каких-либо там попытки хайпануть, потому что там команда вообще не хайповая, дали мне черный пояс. Поэтому я считаю его абсолютно заслуженным. Ну, то есть ты был черный пояс, совершенно не подозревая мистер пока. К пришел сюда и начал рассказывать, что мне дали его за красивое, симпатичное лицо. И, конечно, мне, было приятно, что у меня красивое, симпатичное лицо, и что я медийная персона, но получил я его не за это. Вот. Но тебя вот это прям задело, реально. На самом деле задело больше не меня, а моего товарища. И он попросил об этом поговорить. Вот. Но нет, как бы, знаешь, тоже задело. Есть действительно такой момент, что говорят, что типа вот там получают просто так, там еще что-то, но конкретно не моя ситуация, потому что я никогда не стремился к этим ко всем вещам. Для меня это... Меня что в карате дошел до коричневого пояса, и потом очень долго не получал черный. Потом мне просто дали его через там очень долгое время. Я там стал получать там данные, еще третий дан по карате. Что в джиу-джитсу тоже. Мне не было никакой целью там, носить какую-то повязку. Ну, когда был маленький, да, конечно, я получил свою первую полоску на пояс по карате. Такой, все, теперь я не брошу по карате, пока не получу черный пояс. Вот. Но уже там к какому-то студенческому возрасту, когда начал выступать, когда понял, что ну, в целом не сильно это влияет на... Ну, влияет, конечно, это влияет на навык и на опыт в конкретном виде спорта, но не тебя... Как... Не в общем, не в ММА. Не тебя как личность. Вот. Понял, что этим стремиться особо не важно. Важно копить знания. Ты копил их, а это уже следствие. Но все равно же все же отмечают в основном регалии, когда кого-то... Он, кстати, черный пояс. Ну, никто не говорит, он там
желтый пояс по Ну, карате. поэтому черные пояса покупают, поэтому черные пояса дарят. То есть у нас есть шанс, да, все-таки какой-то. То есть официально можно купить, не просто зайти в магазин, правильно? А Так типа получить. ну, я не покупаю. Вообще, если ты зайдешь в магазин, купишь Они и могут приедешь, попросить. например, какой-нибудь, не знаю, где ты была редко, Аргентину Да. или там, не знаю, или Бали, и скажешь, «Ну, я там занимался где-то в России, у меня тут черный пояс, тебя никто не сможет проверить этого. по Это большому круто, счету. кстати. Нет Прикольный какого-то, гайд. нет реестра какого-то Нет, Нет, общего. ну реестр в целом есть, но никто не будет туда залезать и проверять. Ну там Мгм. что-то есть, какой-то там типа АБЖЖФ, если ты получаешь поезд, ты можешь зарегистрировать, но в целом это все, Ну, тоже рисуется, да? это момент получения поясов, он преемственный. И по факту твой пояс значит что-то, когда ты говоришь, вот мой тренер, он был тренер того-то, и когда ты доходишь до кого-то, там, да, там мы этого знаем, вот эта преемственность нашла. Это как бы круто. А сейчас очень много школ, они очень, в основном, все коммерческие. И даже вот в Америке есть залы максимально разного уровня. Есть залы, где ну, там синие, пурпурные, там коричневые пояса вообще знаниями не обладают почти никакими. А есть там, где вот, тебе не будут давать там синий пурпурный пояс, пока там ты не будешь нормально бороться, пока ты не выступишь на соревнованиях. Это, ну, так же, как и везде. Поэтому это все упирается в коммерцию, в того, кто владеет залом, кто тренер, как он видит свое развитие и тому подобное. Очень много факторов. В Бразилии, наверное, сложнее всего, да, получить, я так думаю. Потому Не что думаю, это там... не Нет. думаю. Я думаю, что там очень много кумовства. Я думаю, что там сейчас уже это, наоборот проще. Во-первых, они в этой среде растут, они там уже в целом все плюс-минус что-то умеют. Как у нас в футбол играют. Ну, там тоже футбол, наверное, так же играет. Ну, условно говоря. Кто-то когда-то в детстве все равно пробовал бороться. И очень много у кого кто друг имеет пояс, который просто может дать тоже пояс своему другу. Поэтому это, ну, не знаю, я, конечно, не внутри системы Бразилии, как они там выдают. И мне выдавали бразильцы, они в целом выдают очень тяжело пояса. Даже смотрю на ребят, которые там долго борются. Удивительно, что они не получают пояса, хотя, мне кажется, что они там, пора там уже получить следующие пояса. Им прям дают по полоскам, там, каждом сейс. То есть они прям тянут очень сильно. Ну, есть, наверное, бразильцы. Кто в России вот топ-1 черный пояс, как ты считаешь? Есть такое? Не знаю, я не отслеживаю, честно. Ну, Не не отслеживаю. знаком, не знаешь никого? Готовский там, допустим. Готовский он же не соревнуется сейчас. Да? Я не в курсе просто. Нет, нет, ну я тем более. По-моему, не соревнуется. Ну, какие-то ребята есть, кто топ, кто борется. Ну, я, честно говоря, я вообще даже не в курсе, не только кто в России, а кто в мире. Для меня топ — это вот я поборолся, он прикольно борется, вот он топ, и все. То есть это ну, как бы я очень мало в контексте внутри вот турниров. Там я знаю только громкие имена, вот типа там как это, кто забыл. Нагейра. Гордон, да? Вот это? Гордон Райан, там и Крейг Джонсон, как его зовут? Крейг, да, Пол Да, Крейг. и Пол Крейг, да, все, как будто я два имени знаю, и все. Слушай, ну вот это твое турне по Америке, вот очень Нага. классно вообще, да, как ты путешествовал, вот как Тамби подметил, там с детьми возился. Нет, это... Как он, блин, Нет, ну очень круто было. Не, мне понравилось. Не, хочешь, что можем это- побороться вообще без проблем. Мой серьезный взгляд могут спрятать только вот эти вот прекрасные очки. Да, за ним у меня довольно мягкий взгляд, добрый сразу. Ты видел его влог реально с Америки? Да-да-да, Просто я- на джипе где-то классно, там что-то поборолся, медали все забрал. Было прикольно. Тебе платили за это или ты просто свой кайф? Я выиграл по $1000 на каждом турнире. Ну, выиграв Прикольно. абсолютку, я выиграл $1000. Не, Сколько турниров ты выиграл? Я Шесть, да, выиграл или? 3 турнира, 6 поясов и два вторых места. Я в ГИ, я в финале 2 раза проиграл. Ну, там, как бы я не проиграл не потому, что меня кто-то заборол конкретно, а там, по очкам... там просто какие-то там человек меня схватил, сел на жопу, сделал какую-то попытку чего-то, ему даже не очко дали, а advantage, и все, и он как будто схватился, и я не сумел там, по 5 минут разобраться, как у меня руки запутались. И вот, ну и получилось, что там эти 2 advantage, они, ну, там, одинаково, причем прошли эти в ГИ финал у меня, вот я их проиграл. Ну, то, что для меня ГИ это не основной... Ну, в ГИ это вообще Я как знаю, будто дисциплина. другое измерение. Тоже интересно очень. Это другие захваты, это другие вообще могут быть... Нет. Ну, то есть можно за отворот задушить, Ну, да. можно Это не удерживать... база ГИ, он дзюдо Нет, занимался. И да, и нет. То есть, да, но ГИ, оно дает понимание
направление того, куда ты можешь направить силу в ноги. То есть в ноги это просто борьба более быстрая, можно сказать. То есть ги ты можешь схватиться, приготовиться. Ну Там, да, можно отключить руку, как бы, да. не А давать ноги сделать захваты действие. очень быстро. Тебе надо быть цепким. То есть эта цепкость, она больше важна, как бы контроль. Да, в ги контроль больше руками, а в ноги контроль больше, наверное, телом, весом. Вот в этом разница. Но в целом ги дают базу просто для понимания, в какое направление двигаться можно, в какое направление двигаться нельзя во время работы. То есть, какой-то баланс. Ну, это полезная дисциплина. Я практикую его постоянно вне там не сезонно подготовительного там, к боям. Ну, UFC же не против участия. Ну, то есть есть какой-то негативный... Слушай, ты слишком много принимаешь Мне участие кажется, в соревнованиях. популяризация спорта в Америке, когда вот Саня можешь поехать, снять это для них уже плюс, как будто бы. Что ты вот показываешь, что Ну, а если можно вот так травма? вот ездить, участвовать, несмотря, если- что ты если топ травма? UFC. А если травма? Ну да, если Это травма, уже они- ты сам виноват, я думаю. Это же для тебя минус, а не для UFC фактически, если у тебя травма. То есть так подумать. Ты же минус. Почему для UFC тоже? Если они раскручивали турнир, они делали афиши, они продавали билеты под Ты определенных же не бойцов. будешь тогда участвовать в турнирах, правильно? Мы же говорим о межсезонье. Вряд ли ты, если у тебя поставлено, да, через 3 месяца будешь ездить и участвовать, да? Получается, UFC не против? Ну и ты тоже, да, я думаю, не глупо, чтобы Ну, я просто участвовать. спрашиваю тебя. UFC, думаю, наверное, UFC не против до назначения боя. Ну, мы так Наверное, подумали вот так. тоже. Мы так решили. Ну то есть от них не было никаких Не, ну, комментариев. конечно, мы обратились, спросили, все как бы, все интеллигентно было, все было по протоколу. Спросили, уточнили, можно ли поездить. Нам ответили, что да. И я поехал в турне. Не, классно, классно. Мне кажется, так... Это можно назвать отпуском или нет? Нет. Отпуском То есть- можно назвать то, что я сейчас в Москве сюда приехал. Но ты как будто здесь загружен тоже делами. Это... Ну, как бы физически, наверное, я сейчас не тренируюсь почти, потому что не хватает. Но дела, да, какие-то съемки, там, домашние дела, там, с семьей видеться. Есть, конечно. Но морально, конечно, от спорта я пока что отдыхаю. Живешь ты в Вегасе. Да, И вот сколько уже времени фактически находишься там? ну, да, посчитаем. 1, получается, 2,5 года. И как тебе вот, если сравнивать, типа вот Москву, не По-разному. берем Россию, вот именно Москва, Вегас, сравнение вообще от еды до Сервис. хождения там, да, просто жизни. Ну, сервис здесь, конечно, лучше, но вы же знаете сами это. Ну, Тут все лучше, Саня, не только Вот смотри, сервис. вот давайте сравним наглядно. Вот я живу в Лас-Вегасе, а вы живете в Москве. Да, мы как будто У были вас как будто счастливые. сервис лучше. да, но мы сразу приехали, да, уже У вас как будто- подготовленные. У вас как будто сервис лучше. Ну, Чего я, бля? допустим, в Вегасе я провел дня 4 всего. Мне, не знаю, мне прям невероятно не понравилось. А что ты где? Сильно не мое место. Почему? Все old, все старое, Это да. все... Все пошарпано. Ну, большая деревня, это большая деревня. Да, да, вот. Ну, может быть, я просто был в части города туристической. А где ты жил? Нью-Йорк этот Отель. Ну, где мы все отель. жили, ну да. Ну да, да, вот. Ну, там, во-первых, одни туристы, И конечно. все, что там- вокруг, Там одни приезжие, которые бухают, играют и курят. вот, ну, элементарно, даже если брать, допустим, кухню, очень долго приходилось искать, чтобы это были не бургеры какие-то, не пиццы, вот там рядом вот это Хинкали Итали, там нету. Хинкали там нету. хинкали нету. Ну, Я я, с- кстати, Я сюда давно... приехал, в первую очередь поел хинкали, Сразу? хачапури по-аджарски, да, такой, так, мне, пожалуйста, побольше. Мгм. Ну вот там рядом с этим отелем Итали, вот это Да. вот, и там хоть какой-то авокадо. Мне повезло, что я со спортсменами был, и я такой, они знают, как двигаться, все, и там была возможность хотя бы просто завтрак нормальный поесть. Ну вот эта сложность была. Еда специфическая. Еда там специфическая, найти ее сложно. Есть, есть прикольные места хорошей кухни, но в целом сервис и питание не очень. Но все это решается тем, что можно готовить дома, если есть кухня. Вот, Ну, а поэтому... качество продуктов? Типа мясо там же Мясо все мясо хорошее. нахимичное, нет? Почему? Не знаю. Я сколько,
Я как бы на химанализ его не сдавал, конечно. Вот, Мы изучали, мы брали с собой кусочки мяса. Что показал? Есть какие-то Есть, все-таки есть. протокол? Лучше на ферме, говорят, покупать, на ферме где-то за городом. На ферму еще ехать. Там в пустыне какая ферма? Какая в пустыне ферма? Смотри, через Вегас выезжаешь, там в Через... сторону Л.А., Сакраменто. Ага. Там очень отличная ферма. Ну, до наши Сакрамента ехать. Ну, ладно. Но за качеством Смотри. Ну, да. мяса. Выезжаешь из Лас-Вегаса в сторону Л.А., доезжаешь до магазина очков, стоишь в очереди, И отдаешь их мне. покупаешь очки, Да. привозишь их в Россию, зовешь Саню Волкова на подкаст. Видишь, как И- далеко они прошли, Да. какой и путь. Говоришь, Вообще просто о мясе. Чтобы оказаться, эти очки прошли такой путь, чтобы оказаться на том самом лице. да. Нормально было сказано, даже неплохо. Ну вот еда, ладно, еда в любом случае, блин, тут вот о свежести продуктов. Еда, тут даже здесь, конечно, сравнивать. здесь получше, но при этом в магазине продукты достаточно хорошего качества, можно выбирать разные, и мясо там сильно лучше, чем здесь, на мой взгляд. Сильно лучше? Сильно Ну, лучше. нахимиченное, конечно, лучше. У нас органика, горная трава. Не, И- ты про Дагестан говоришь? Или Вообще в целом. Вот, ну, это же доступно даже в Москве взять очень крутые. В Москве доступна продукты. горная трава? Стейки. Я не знаю, вот здесь, чтобы выбрать нормальное стейковое мясо, уходит время. Там я покупаю любое и готовлю всегда очень вкусное мясо. Потому что в целом я люблю готовить стейки, это мое главное блюдо. Мгм. Вот, и я часто их готовлю, и там с этим намного проще. Прям сильно проще. Ну, я все-таки думаю, что там реально вот нахимичная. Из-за этого она вкусная. Вот это так считаю. Я не знаю, я на самом На деле чем основано твое хотел мнение? Не, быстрее я общался уехать. вот оттуда ребята, которые живут давно уже. У них реально проблема. Вот они говорят, мясо из супермаркета, типа, окей, можно купить вкусное без проблем. Да. Но некачественно и реально нахимично. Как они это понимают? Из опросов вкусу, наверное. на улице. Они Вот делают это- опросы. это- из- Наверное, какие-то это личные называется- наблюдения. Это их субъективное мнение. Ну, это, возможно, из А. интернета где-то ролики какие-то, еще чего-то, Верно. да, Там на возможно. упаковке написано там информация, как это животное выводилось, там, чем питалось, где его кормили. Там, обычно, Там реально вот такая информация. ну, там, Там типа вся органик, родословная. органик, не органик. Ты же можешь зайти в магазин органики, там, в Whole Foods, купить себе органик стейк, и он будет выкормлен А сколько стоит примерно? Не помнишь? паунд, где-то стейка в зависимости от... Паунд это. Ну, 450 Ну, грамм. 1 фунт, да, сколько. Юра. Ну ладно. Ну, метрическая система Ну, вообще типа, сложно там к ней привыкать от, еще. От там, 15, там, 12 до там, $25 в зависимости от качества мяса. Нормальная цена. Нормальная, да, вроде? Сколько? $750? Нет, 70? 15 от Всё. 25. Я о своем задумался. Ну, $2000. да, кстати, бывают такие стейки, которые они по цене очков, между прочим. Да, Но так их не поносят. Вагю. Вот так вот странно будет. Медальоны. И вот я ношу, да. Подожди. За такую цену я их на шее должен носить. Это что такое? Кстати, в Африке это модно носить, я думаю, вместо ожерелья мясо на шее. В Fallout модно. А. Вагю пробовал? Японское, вот. Японский стейк. Вагю все пробовал, но вагю не пробовал. Мне нравится, как мы всегда плавно подходим к еде. Ну, это вообще моя любимая часть. Самое любимое. Так, давайте. И в комментариях тоже. Самое крутое, что есть в Лас-Вегасе, я не знаю. Fish and chips, вот я пробовал. Нет, это каждый ресторан суши есть all you can eat. То есть ты платишь там $25-30 и ешь сколько хочешь. Вы не пробовали ни разу там суши? Конечно, пробовали. Мы же заходили туда с И, тобой. и у нас около На там, где я входе, живу. знаешь, что хочешь, берешь. Это где мы в очереди стояли? Нет, там нет очередей, Наверное. они просто везде. Любой Нет, ресторан. в начале открытия стояли. Это за очками, что ли? Нет, везде в очереди, да. Мы везде реально надо 10 на стоять. 0 пришли, А. там все работники, А, в все этом мы в плане. очереди, да, были. Короче, суши там прикольные. Удивительно, откуда в пустыне свежая рыба, вкусные суши, но ее там прям много, и вот я уже даже, вот, если Уже приезжаю, устал, например, да, там от с другом рыбы? говорю, давай я закажу типа суши. рядом, ну что ты Я такой, удивляешься? что-то суши, мне заказывать не очень хочется, я что-то его объелся. Вот, ну, то есть, в Москве же такой деликатес московский, а там прям уже вот ты
приезжают, там русские приезжают, для них это первое достопримечательство, ко мне гости приезжают, пойдем в суши. Такой, заказывай все, что хочешь, я плачу за все. Такие, правда? Такой, правда. Там 10 этого, там прям приносят подносы прям этих суш, там это, любое, прям по меню. И все, объедаешься, и очень вкусно при этом. Ну вот есть ресторан «Нуха». В Вегасе, я не знаю. Да. Там вот более такая кстати, по-моему, там как хинкали, раз шашлычки. есть и русская кухня, и кавказская, и европейская. Средиземноморская. Там постоянно бойцы UFC тусят, если Ну, вдруг... потому что там есть кого пригласить бойцов UFC. Ну, если ты не был, Я там был, обязательно, конечно, да. был. Ну да, это как будто тоже такое место, которое... Ну, такой островок... Воспоминания. Островок как Там хорошая кухня, да. Ну вот не хватает грузинской, конечно, чтобы где-то хинкали можно было поесть. Я не верю почему-то, что в Вегасе нет грузинской кухни. Я, может быть, плохо искал. А ты напиши Georgian Cuisine. Georgian Cuisine. Или неправильно? Не-не, Правильно, правильно. Да, все правильно. Правильно? Да. Georgian Cuisine. Грузинская двоюродная сестра. Ты это имел в виду? Классный английский чувак. Да, как Ты вообще... как читается? Казан? Я не знаю, вот, кстати, может, Саня подскажет. Кузины вот правильно. это. А я не читал никогда. Вот S русской, У, З, кузины. Кузин, правильно, кузин. Georgian Cuisine. Да, кузин, кузайн. 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 Georgian. Слушай, а вот из грузинской что вам нравится в кухне? Вот мне его сильно чикмирули. Чикмирули вот. Я вот точка. эти все чичичи, это не очень. Мне нравится вот то, что я понимаю. Вот, Хинкали. хинкали, вот то, что можешь взять, и там вот так вот. Ну, это- высыть. И вот то, что можно отломать вот так вот, макнуть и в яйцо, так и съесть. Ой-ой-ой, Вот эти ну вот это- вещи я люблю. Подожди. Я не знаю, почему мы на эту Да, тропу куда вообще мы- И потом, ступили, я сейчас с и ума потом взять сойду. так пш, так чик-чик-чик, размешать лимонадик, так. Ай-яй-яй. Ткемали, нет? Ткемали сацибили, может, ребят, нет? Чахохбили я люблю Ну, я тоже такие еще. слова не знаю. Я по-простому. Просто Я ему же, лень, Ткема- ему я лень же- даже узнавать. я же его. простой русский парень. Я вот- Ткемали это этот сливовый соус. Ну, вот такие Да. вот, я соусы, в принципе, не очень в целом нравится, как они выглядят. Я вот люблю вот все есть, как вот оно есть. Пробовать надо. Вот Не я надо люблю, если смотреть на них, там, может. мне это люблю натурально, как, вот, как запаковали, вот так вот прям принесли и съел. Я перец, у меня перец, Ну, ты перчик. съедный вообще? Ну, больше В межсезонье. В большинстве случаев, да. Да нет, я всегда съеду, но в большинстве случаев, да. Я даже не знаю, что я не ем. Тебе же не надо гонять вес вообще. Не завидуй. Блин, это очень круто. Вот я бы хотел вот таким бойцом быть. Ну, Никогда это- не гоняешь. Ну, тут опасно, еще можно объесться, и все. И как будто бы все равно надо поддерживать форму. Какой пик у тебя был вот веса во время боя? Сколько ты весил самое многое? Ну, не помню. Ну, знаешь, во время боя он уменьшается потихоньку, потому что потеешь и уходит вес. Да, у нас тут такое еще логичная Да. беседа. Как бы. Больше Ну, логично. между прочим, вы говорите с инженером. Ракетно-строительного. Да. Ракетно-строительный, как бы. А Ну, чё- понятно. Да, поэтому Почему не пошел по специальности? денег мало предложили. Ну, реально, прикинь, Ну, вот, реально. окончить такое. Да вообще, на самом деле, грустно. Вот мы сейчас тут с другом встречались, с моим одногруппником, товарищем, и вот ему тоже пришлось переучиться, потому что инженером простым работать дело неблагодарное. Во-первых, все проекты в стол сейчас, ну, как бы это все на уровне менеджеров высшего звена. Они как бы не нравятся в стол, то есть независимо от того, там это имеет какое-то научное там, или техническое обоснование. Стол. И как бы там зарплата минимальная вообще по этим меркам. И вот он переучился на программиста, айтишники ныне в цене. А ты, кстати, задумывался о том, чем Да. будешь заниматься после Об карьеры? этом нет. Не, вообще, да, имею в виду. Вообще, когда-нибудь Об этом попробуй, вообще да. задумывался, да. Какие-то есть... Ну, Ну, это связано с не Америкой. всю жизнь же ты драться будешь. И хотя медицина сейчас вообще, в принципе, на таком уровне, что можно продлить максимально. Вот даже по Не, ну я, Криштиану конечно, Роналду, задумывался, понятно. но идей конкретных мало. Но сейчас есть одна идея. Не знаю, сказать вам ее или нет. Да, расскажи, мы... Мы Мы не всем мы расскажем. стартапы Не. не воруем. Не хочу накаркать, вдруг не получится. Ну ладно. Ну, счастье любит тишину. Вера Брежнева Да. это сказала еще давно. Да. Правильно. Ну да, и несчастье тоже. Ну, есть как бы идейки, есть проект сейчас в Лас-Вегасе. Это медийная какая-то Это история? связано со спортом? Нет, Ну, все. нет. Ну, то есть это просто это бизнес. связано С горной травой? с бизнесом интертеймента, так Мгм. скажем. Не Прикольно. спортивным.
Прикольно. Кино. Нет. Ну, это такая была хорошая попытка. Ну, Нет, а кино. тебе не приходили, не поступали предложения играть? Ну, наверное, сейчас в Америке большой запрос вот на условно какой-то, собственно, у тебя и никнейм Драго, Мгм. типа Иван Драго. Вот Мгм. когда было противостояние, 4-й Рокки это, по-моему, Мгм. был, и там же типа Америка против СССР. Мгм. И каких-то таких не поступало интересных предложений? Сыграть какого-нибудь отрицательного персонажа, ну, типа вот... Очень было давно у меня России. предложение сыграть сына Драга в фильме, когда вот он... О, отодрался. серьезно? Да, и- Крид? Ну, это фильм Ну Крид да, да, называется, и про мне, Егора и Крида. мне даже Классный прислали ну, там, запрос, чтобы я записал там примерно речь, э, когда там была единственная речь, причем мне, пробы. мне даже ее там прислали, где он там выходит после там боя, что-то, я не помню, ну, типа я там всех порву, или что-то такое. А я как-то к этому не очень серьезно отнесся, и в то время еще постеснялся, и что-то такое, ну, записал, и, видимо, не прошло. Но потом я когда уже, ну, я просто не поверил в это, если честно, потому что мне менеджер сказал, вот есть такой запрос, давай мы тебя снимем. Я как-то, ну, типа, ну, Блин. Ну, понятно, это вот. А потом неорганично смотрю тебе. этот фильм, и у него единственная речь, которую мне дали сказать. Так я он, такой, да он же там бы- еще с акцентом, да, он, по-моему, Да, там с матерью и он был общался. совершенно не похож на Адольфа Лунгрена, там вообще другая, там, ну, другой тип людей, такой, я бы там, конечно, вот, я вот и показал бы. Но там еще другой момент, я-то очень высокий был, а Крид этот, который, он Мгм. маленького роста, думаю, что мы смотрели бы там Майкл прям, Би Джордан. сильно. Ну, и Сталлоне тоже, в принципе, разница до Адольфа Лунгрена у них была в их съемках. Ну, короче, вот не срослось, Блин, но жалко. то я снимался в сериале «След». В качестве трупа или... Как ты угадал? Практически меня убили в ринге. Я сначала был живой, но потом меня убили. А какой сезон? Это давно Мне было? Заплатили 6 тысяч рублей, я помню. Это еще был без Это судей. до карьеры? Я был студентом. Не, у меня было там несколько боев, я был студентом в то время. Ну, прикольно. Массовка. Ну, 6 тысяч рублей. Ну, это Извини стейк, меня. 2 стейка, это нормально. Это Нет. целая смена на целый день? Ну да, мы долго снимались. Ну, там почти целый день. Ну, это нормальная цена. Не, не для- массовка. Почему массовка? Я там в ринге прыгал, что-то меня там били. Мне даже, наверное, фотка в интернете висит. У меня такой разбитый макияж, такое лицо. Ну, был бы классный опыт. Но больше меня не приглашали. Видимо, такой запись актер. Кстати, вот меня сейчас удивляет, как Мага Исма во всех вообще сериалах очень гармонично смотрится, снимается, и в реалити он участвует. Твой сосед, кстати, московский. Да, в моем доме живет. Да. Не следишь ты так за У меня успехом? мама следит за ним. Мама все время мне кидает. Вот смотри, как Мага Исма. Вот смотри. А, Вот смотри, вот. это Я тебе Она все время Пойди хочет, на она все время кастинг. хочет, чтобы я тоже куда-то пойти. Да, Так, да. если есть какие-то режиссеры талантливые, вот, пожалуйста, у нас актер потрясающий. Может Неограненный быть, алмаз, я бы да. сказал. А ты помнишь реплику, которую тебе давали для проб на Крида? Как она звучала? Она там короткая была Вот смотри, вот какая-то. камера твоя, собственно. Может быть, Можешь мы озвучить, просто чтобы- попробуем прямо здесь разыграть. Пробы некими такие. Давайте не будем. Нет? Просто кусочек. Я не помню просто. Ну, просто реплику. Какую-то реплику. Можешь, типа, на английском Давай, сказать? договоримся. Ты мне очки, а я реплику. Переходим дальше. Смотри. Там вот Я хотел сравнение. найти эту реплику. Уже поздно. А давай так. давай. Ты нам реплику, а мы тебе очки реплику тоже. Нет? А? Это было И красиво, это было красиво. Покажите, все довольны. я посмотрю эту реплику. Вот, мы Евду сравнились с Америкой, это понятно. Но вот знаешь, что я хотел бы еще у тебя Еще спросить? сравнить. Про людей, про молодежь американскую. Вот, Юр, ну мы же с тобой были там, мы же видели. И вот если сравнивать все-таки нашу молодежь, московскую, так возьмем опять. Сказал Юр. Это наша форма обращения. Саня, Юра, Тут братское Леня. такое, типа, как брат, Юра брат. Почему Юра? Не знаю, это как-то вообще, это от Ильи пошло. Мне вообще сильно нравится имя Юра, во-первых. Очень доброе. Это от Ильи 3 пошло. буквы. Юра, Макар, он постоянно так, Сань, Лень. И что-то как-то это вошло в Тебе не обиход. нравится? Я не буду его называть Юра, если тебе не нравится. И мы, Нормально? да, у нас есть Юра, Леня Слушай, и быть Саня. неприятно у него, посмотри. Я просто когда обдумывал информацию,
Не Ну нравится? да, кстати, это непонятно, вот, почему так происходит. Но Ну, я пытаюсь расти, мне почему, нравится, Юра? Какую-то мне отсылку. нравится вот это непонимание. И Мне всегда нравится. в комментариях, да, мы когда какие-то Но мы немножко блог прояснили. куда-то выезжаем, да, он там так, Юр, или там Сань. Я типа, блин, почему Юра, Саня? Вообще, мне кажется, нету злого человека по имени Юра и Леня, и... Ну, это Саня, кто-то наверное, всегда есть, свой. как мы сейчас... Ну, Саня, да, есть один. Есть один, да. Но вот Леня и Александр Юра... Емельяненко? Вот, да, кстати. Единственный из всех Александров. Как тебе, Саша, не наблюдаешь за его Карьерой. жизненной Я ситуацией? бюст от пота протру. Мгм. А, так можно было? Можем это оставить? Не будем говорить. Просто у нас... Платок меняю на очки. Можешь оставить. Не, просто очень круто это. Я не стесняюсь ничего. Да и правильно. Можете оставить. Ты с Америки, поэтому видно. Вот, ну, вы все свободные люди оттуда. Да? Потому Да. что у нас у каждого есть ствол в кармане. О, у тебя Это не есть делает оружие вас в Америке? свободными. В Америке есть? Конечно, есть. Слушай, что это за вот эта мода со стволом? Ну, Почему ты вечно готов кого-то убивать? братухи, подари на днюху черный пистолет. Эй! Черный пистолет. Эй! Черный пистолет. Эй! Ну зачем он нужен? Сань, ну реально, зачем тебе ствол, когда ты идешь куда-то просто на тренировку? А вдруг Ну, я проиграю спарринг? Это понятно. Да, собственно, вот мы выяснили, каким образом заработал свои пояса Александр на национальном Не, ну, американском этом. Ну реально есть Чемпионат. опасность какая-то. на Давайте улице? мы проговорим этот вопрос. Смотрите, в Америке по Конституции каждый свободный человек имеет право защищать свою собственность. Для защиты своей собственности каждый свободный человек может иметь личное оружие. Независимо от того, есть опасность или нет, это просто прописано в Конституции правило для любого гражданина Америки. То есть можно воспользоваться Да. своим правом. Да, ну, либо для резидента, если он там он платит налоги, если говорить Да. про Неваду. И вполне можно прийти и получить... Был момент, что тебе оружие. приходилось применять или Да, хотя бы... был. Я приехал в тир, купил, ну, у меня наушники были, Мгм. наушники купил себе эту дорожку Да. и достал свой пистолет и применял его, стрелял. Взять дорожку, пистолет очень Да. неплохой И потом гайд еще выезжал в пустыню, там тоже применял. Там были агрессивные банки, я правильно понимаю, нападали Там на тебя. была эти? капуста агрессивная. Не, ну вот если серьезно, если у тебя ствол, априори ты уже к чему-то готов или настраиваешь себя, так, если что-то мне не понравится. Знаешь, Это же какой-то Например, если психологический мне момент. добавят Нет. больше сахара, да, Нет. в латте. Нет. Нет, такого нету. Как нет? Ты вообще, ты хочешь сказать, что ты ни капли не поменялся, когда у тебя есть ствол и нет ствола? Ты же не ходил всю жизнь Походка в Москве, изменилась. в России со стволом. Давайте так, мне не нужен ствол, чтобы чувствовать себя крутым. Зачем тебе ствол тогда? Ты же боец, у тебя есть руки, твое главное оружие. Просто интересно У попробовать. тебя черный А пояс. если у оппонента Прикинь, у тебя будет? черный пояс по ЖЖ, ты топ-боец UFC, у тебя еще есть ствол. Ну ты это все не хорошо, успеешь. Давай, хорошо. Тебе нужны очки, чтобы чувствовать себя умнее? Нет. Давай сюда. А мне нужны. Как мне это нравится, как мне это нравится. Нет, ну реально. Я вот Как вы просто... думаете, я его добью сегодня или нет? Мне просто вот интересно. Если я буду сниматься на передаче ЧПД в очках, значит, я его добил. Да. Если я получу эти очки, я никому не скажу, но знаки будут. Не, мне реально просто... вот Не, у него зрение очки мне плохое. уже- Просто реально, он через ноль. У меня вот левая Так здесь он- 0,7. Правая нормально, У меня левая тоже, у меня 0,7. тоже 0,7 левый. Реально? Да, С как раз мальчиком? одинаково. Тоже с мальчиком? Как раз одинаково. Как совсем. Совпало, да. А, Ладно, вам надо будет Ну, какое-то тебя в них не расписание узнать, а установить. мне не Вот идут. мне это и нужно, понимаешь? А Мне тебя и иногда так не- лучше, а чтобы тебя меня не и так, узнавали. а тебе без них не узнать. Он же в розыске, его тебя и так хотят не узнать. выгнать из страны из-за Так они же красоты. больше внимания привлекают, наоборот. Наоборот, знаешь, как круто, никто с тобой не хочет ссориться на дороге. Ты вот всегда такой... О, «Извините». ты если еще ты в очках, и если еще вот так со стаканом кофе. Да я нету такой, такого. Вот. Нету Слушай, такого. Сань, ты реально Парни. true или не true? Парни, это вообще нам даже не стоит это обсуждать. Это каминг-аут, что ли, был сейчас? Нет, это хасл шоу. Да, ему в спине один раз. Все, нормально.
Мне настолько не нравятся эти очки, да. Нет, ну про молодежь я хотел тебя узнать. Ты же вот явно... Откуда я знаю, какая ты молодежь? Я же с ней не общаюсь. У тебя Как не много общаться? Ты много же видишь на друзей, улице, товарищей пересекаешься. американцев? Ну, я вижу, но я же... Если говорить Я такой, правду. привет, молодежь! Я такие, привет, блядь, этот скуф. Какой? Я же между 36, 7 лет скоро ты, будет. скуф Какая ты молодежь? считаешь себя? Ну, где я вместо молодежи тусоваться? У меня компания В все... зале нет? Ты не бывает, пересекаешься? В зале их кошмарю. Там молодежи спуску давать нельзя, ты что? Не, ну просто есть же такой момент, что они узкомыслящие, нету там, не знают Не, географии, ни наоборот. истории. Ну, знание географии это не узкомысление, это разные вещи. Не Абсолютно. согласен. Я думаю, что если ты не знаешь абсолютно географию, значит, ты узкомыслящий. Окей, я не знаю географию. Столица Кении. Ну, Представляю. реально не знает. Абуджа, по-моему, нет? Пожалуйста. Не, Видишь, я предполагаю. широко мыслящий человек. Надо будет проверить. Ну, так мне как только появятся очки... Мне прям Я интересно буду стало, умнее я вспомнил выглядеть. или нет. Не, ну, ты понял, о чем я. Это не только про Нет, географию. люди вообще в целом не только здесь, не Нет. только там, но и здесь, молодежь. Найроби. Я на вашей стороне. Они широко мыслящие, намного шире, чем каждый из нас, потому что нам кажется, что да, они там типа в компьютерных играх, там на Ютубе и прочее, но им, может быть, и не нужно сейчас в том виде, как мы раньше зубрили знания и их запоминать. Сейчас все, ну, Можно, типа, забить в интернете, посмотреть. как Это же минимум, атрофируется как минимум, а наши мозги атрофируются. Мы знаем что-то, что мы учили только в школе. Какие-то новые знания приобретаются, ты что-то учишь, какие-то новые там исследования научные, или там какие-то новые географические открытия, там, или космические. С каждым днем. Я лично, да. Конечно, нет. И им тоже это нахрен не надо. Но они ширят мысли. Они ширят Просто меня мысли. посмотрел, Если неудобно вспомнил, по-английски скажи, Да, может. периодически, да. Они singing white, like more white. А. No, you know? Yeah, I know, yeah. Cool yeah. story. Big picture thinking. Yeah, right, that's right. Alright. Yeah. Все, мы как будто на пресс-конференции. Окей. Легко, кстати, с английским тебе? Нет. Тебе нет? Ну, там в Лас-Вегасе не нужно знать английский. Там в основном испанский. Ну, нет, там было много русскоговорящих, очень много. Ну, как бы на уровне переводчика, ну, Мгм. можно разговаривать. Ну, ты не думал, что как раз как будто бы знание языка, ну, хотя бы на каком-то уровне именно поддержать, не просто поддержать беседу, а даже там выразить мысли четко и ясно, они как будто бы продвинули тебя еще больше. Ну, то есть сейчас бы вопроса там условно про титульник, наверное, не стояло бы. Ну, опускаем все вот эти моменты там с последнего боя, я совершенно на самом деле тоже не согласен с этим писал решением. протест? Петицию? Да, Нет. Была петиция? конечно, Серьезно? да. Ну, еще была петиция, чтобы этого Джона Не Джонса переводи лишить. тему. Ты эту Чтобы петицию- Джона Джонса Это лишить. переведи, тему не переводи. Нет. Мою петицию ты Я подписал? даже не знал. Видишь, я даже не знал о ней, А почему ты не знал? честно говоря. Потому Ну, что её вот не там, было. вот, видишь, он как подловил, а? Красиво. Потом я говорю, я не писал. Слушай, а петиции когда-нибудь вообще Ну помогали? вот сам кому-нибудь? Дана Уайт недавно на последней пресс-конференции там подписали там 200 тысяч человек о том, чтобы Джона Джонса лишить титула чемпиона, ну, чтобы он уже освободил, что он не дерется. Он говорит, да какая разница, что вы там подписываете Он в или Твиттере нет. написал, Он кстати, типа не будет... забудьте подписать петицию. Он будет, ну, видимо, подколол, Да, да. да. Он говорит, все равно будет с Аспиналом драться. Это вот он уже сказал. Ну, Но я имею в виду, как будто бы моя любимая тема. если бы... Не обсуждаем? Ну, я к тому, что нас это нету- все в совокупности Между нами же нет работает. ничего, что мы не можем обсудить. И вырезать. И потом, да, если что, ребят... Потом вырезать, да. Такой, а бумажку-то я не подписывал. Мгм. вообще самое любимое. у нас и нет Мои бумаги, юристы да. вас потом... Блин. да. Да, Он кстати. слишком долго живет в Америке. Но у нас тут работает он не- чуть по-другому. Ты не понял отсылку? Конечно, ну, Ты не Наш понял лысый отсылку? я Почему старший есть брат. Америка-то вообще? Лыж Старс, ну, Тони. Толи закидывал это, вообще, ты Извините, вообще... я не во всем Йоу, контексте. йоу. Я не во всем контексте. Извините. Да, Да, так вот так меня подловили несколько раз. да. Так Да, вот. Помолчи пока. Так вот. Давайте Подумай, помолчим, подумай. Подумай на эту тему. Все, да, надо. Я Давай, забываю, что... говори.
Да нет, Извини. я к тому, чтобы как будто бы это все равно тоже все сработало. Все в совокупности работает. UFC же нужны, помимо того, чтобы был там хороший спортсмен яркий, еще и как личность человек тоже ярким, который привлекает, продает бои. Как будто это все Кстати, вместе Александр, работает. вот Спасибо. только вот как будто бы после прихода к плюшкам стал более активный. Не показалось медиа? Я как пришел к плюшкам, стал более активным. Переехал после в Вегас, медиа пришел. очень в медиа. Нет, на самом деле. Так Не, что это да. вот как раз такие... Таля, ты крыса. Такие истории, они же раскрывают по-другому. Ну, то есть, как мы привыкли видеть там боец UFC, ну, условно, вот увидишь Александра, вот, ну, вот даже если мы рядом встанем, вот такой здоровый, двухметровый, просто накачанный мужик, попробуй что-то ему скажи. Ну, Ну, попробуй. условно. Ну, попробуй. Но вот Возьмите его в какие-то очередь. такие... Ну, оденешь все- очки, и уже Да, интеллигент. уже. Уже интеллигент, уже другой. Да, Видишь, ну. меня люди боятся. Вот, такие как раз истории, они раскрывают с другой стороны. Ну, то есть, он не такой агрессивный, то есть с ним можно пообщаться. Ну, это я имею в виду, вот, что стереотипы, наверное, такие Согласен. в отношении бойцов. И, Спасибо. пожалуйста, я всегда здесь, если нужна какая-то поддержка. Вот. И Не, вот так. я пытался все сделать, чтобы это было эфирно. Нет. Все нормально там, Билли. Поддержка в первую очередь. Такие мягкие ручки. Сань, ты давай американизировался уже полностью. Ну да, кстати, они вообще, вот, реально, мои Как- кулаки вообще очень как- несерьезно выглядят. Я типа, Как две хинкальки. если я с кем-то зацеплюсь, я такой, чё, в стойку встану, и все. Я просто, я ударил, рассмешу. и вот Не, Удар как поверь. будто об матрас Показываю, упал. показываю. Ты так не вставай, вот так вставай. Ага, Так, все, да. это значит, Всё. Будешь это как это- значит, сейчас я либо на спину лягу, Или- давай сюда, давай. или Как через... Зангиев, как это из этого, из стритфайтера. Да. Это Зангиев, ты так брал сразу. Ну, А, и Зангиев- Саня Емельяненко потом тоже взял себе это, я помню. Да? Было? А, Ну это уже я как будто таец какой-то. Хотя нет, вот так, да? Так лучше не делай. Да, я вот так делаю. Да, видишь, вот все. Меня ну, невозможно это- воспринимать всерьез. Почему? Поэтому из-за рук. Да нет, достаточно... Кстати, если Да? Тамби злится, это реально, это лучше не видеть. Это пух и Я перья. начинаю объедаться вообще невероятно в этот момент. Вот так вот. Просто с агрессией ем. Так, мы... Ты я часто уже- ходишь злой, я спорю. Да, я много злился, поэтому сейчас я раздобрел. от Извини, того, пожалуйста, что мы на злился. эту тему шутим. Мне не хочется Не-не, тебя задевать. я-то- Вот я как бы- я-то- Я абсолютно, как бы это... Слушай, это такая Я- броня, что Я все так тебе скажу. Я всю жизнь завидовал таким людям, как ты, честно. Реально? Я никогда не мог набрать вес. Я всю жизнь очень хотел набрать вес. Я тебе всегда был разве худой. надо? Недельку У тебя же- сами побудь. Я был вот Сань. таким вот в студенческие годы. Я побуду с тобой недельку. Нет, подожди, это не со мной, с нами, В конце во-первых. а- уйду с очками. Давай продолжим. Победитель. Да, вот так вот. Так, мы очень сильно отошли. Да вообще мне Чего-то. нравится, как у нас разговор идет, складывается. Сань, реально Да, очень ну приятный мне собеседник. Спасибо. интересно, потому что я тоже совершенно не согласен как раз с решением. Я был на этом бое тоже. И я сидел, кстати, на местах, где сидели родственники бойцов. В основном там был отец этого Вайдмана, по-моему, Вайдман тоже дрался в этом карде. Не помню. Ну, он в прилимах, по-моему, дрался. Еще, ну, то есть много там было. И в основном как раз реакция была такая, что, ну, все ждали, что твою руку поднимут. И Сирил Да. Ган тоже, он как будто был не согласен. Все уже как будто были уверены реально в твоей победе, и это, на удивление, вообще. Как в этот момент повлияло на тебя как-то вообще? Грустно было. Да? Но недолго, судя по всему, Не, да? ну, конечно, расстроился, но неприятно. Когда работаешь, пашешь. У меня на самом деле была очень сложная подготовка, прям очень сложная. Я вышел с травмы колена. У меня было тяжело нашла психологически подготовка вся целиком. Я очень много через что прошел внутри нее, личного, скажем так, и внешнего.
И это был мой первый реванш в карьере в целом. То есть это как бы тоже психологически тяжело. И я считаю, что я действительно выиграл. И я был уверен, что я выиграл, и мы как бы все были уверены, что я выиграл. Оппонент был уверен, что я выиграл. Но так звезды расположились, что получается, что нет. Ну, как бы так отдали судьи. Судьи, которые часто, там это судья два или одна, которые часто выносят спорные решения именно в штате Лас-Вегас. Она и ее муж. Я вроде историю читал, что... В Неваде, да. И потом я даже знаю, что их коллеги из комиссии, которые там не были, они там некоторые тренируются в нашем зале, тоже как бы посчитали, что они правильно сделали. Но там такая история в Неваде, что апелляция, возможно, она может сработать, если сама судья там, или сам судья признали свою ошибку. Но если они признают свою ошибку, у них последствия со всех буков и все прочее. Потому что знаешь, что столько выплаты буки уже сделали по там этим. То есть, если меняется смена боя, наверняка там что-то будет. Ну и в целом там очень много последствий для нее, как для судьи, понятно, она сама себя дискредитирует. В будущем она может ли быть компетентной потом даже на суде. То есть она может испортить твою судьбу, но свою не хочет менять, получается. Да, моя судьба ей не так дорога. Да. Плачут небеса. Ну ты веришь вообще, что Джонс и Аспинал вообще состоится? А тебе... Хотел жить, мечта. Ты хотел бы под нее выходить? Может, ты под нее будешь выходить? Хотите прикол? Парень, который, помните, он разбился на машине. Ратмир Шишков. Шишков, да. Он учился в первой школе. Ничего в одной, да, в параллельном классе. Недалеко, значит, Тимати где-то был. И ты, когда его увидел, такой, я хочу стать бойцом. Вместе со своим старшим братом, они в одном классе учились. Ему там уже было что-то, взрослый был, но учился с детьми. Вот такая вот. А потом я смотрю, он на «Фабрике звезд» поет песен. Думаю, ничего себе, я не знал, что он певец, оказывается. Ну, тогда, кстати, «Фабрика звезд» это вот очень крутым, да, проектом? Тогда «Фабрика звезд» была, это как UFC сейчас. По крутости. Ну да. Да. Тогда «Фабрика звезд» была как сейчас «Титана». О, ты хотел бы поучаствовать в «Титанах»? Нет. Ну, меня приглашали вот в следующий сезон, но я что-то... Что такое «Титаны»? Ну, это на ТНТ шоу, аналог корейского шоу, 100 атлетов называется. Я понял, да. Там вот Мага, да, вроде тоже был? Там Белас. Нет, Белас там не участвовал. Там Леха Леник, регбист там участвовал. Да, там... Там еще бойцы. Ну, там ребят много. Ну, даже странно, что ты не слышал про это. Слышал, просто очень много аналогов таких шоу сейчас в России, кстати. Какие еще? Ну, это такое полуреалити, да? Да, вот что-то там, битва... Короче, я себя в этом не вижу. Я понял. Мне так вот, типа... Мне кажется, это вот на закате карьеры. Как будто. Нет, даже на закате карьеры я это не вижу, тем более. Это дело, во-первых, молодых, 100%. Вот, а во-вторых... Мне кажется, ты себя недооцениваешь. Или ты просто... Я просто себя в этом не вижу. Наоборот, вот он я себя... переоценивает, что он не видит тебя там, я считаю. Ну, это круто, что ты себя не видишь. Ты же для более... Ну, кстати, да, без зеркала вообще многие себя не видят. Сань, что ты сразу на это так смотришь? Я имею в виду, что это, ну, типа, не твой уровень. Блин, сейчас бы в очках вообще по-другому воспринималось. Без очков бы тебе бы... Вообще по-другому воспринималось. Синячки. Синячки. Скажи мне это в глаза. Да, без линз. Без препятствий. Что ты закрылся? Видишь, как круто. Если вот не было очков, он сразу наехал бы на меня. Ну да, я так на тебя сразу наехал. Не, очень круто, спасибо. И что? Я просто... Не хочется делать трюки, потому что я, может быть, их отчасти не очень умею делать разные. И, во-вторых, ну, как будто бы не тот вид интертеймента. То есть везде, где нельзя надеть очки, туда я не хочу приходить. Я понял. Мне кажется, ты вот помните, вот как называлось это шоу, где бык... Большие гонки. Да, вот я думаю, в конце ты бы на этих штуках, конечно, раздал бы там, наверное, нет? Когда вот так вот. Кто быстрее, самый сильный, не помните? Ну ладно. У меня сейчас плохая ассоциация была. Да. Вот так. Блин, вообще с вами не поговоришь, что ли? Да, большие гонки было шоу. Что это за штуки, на которых Адмир раздает? В конце была такая лестница. Нет. Лестница. И что ты... Тебе дается палка, и ты по этой лестнице взбираешься только с помощью рук. Это основное состязание. Ты не смотрел большие гонки? С Дмитрием Нагиевым. С Дмитрием Нагиевым.
Да, у него такие очки Вот, там были. пожалуйста, уважаемые режиссеры, если есть у нас кто-то вот дальновидный, вот пропадает на самом деле очень Реально, фактурный, реально. очень Никита красивый. Карагин, а Калагриев, у меня ощущение один глаз в сторону еще смотрит. О, кстати, вот когда очки надевает, Да, вообще у него ровные очки глаза. есть. Представляешь? Я вообще, обычно я вот такой, мне тяжело обратно смотреть. Кстати, еще удивительно, что он живет вот где Голливуд здесь, а вот Саня вот тут. Да. Да. Ну, мне кажется, все равно рано или поздно мы тебя увидим где-то в каких-то проектах голливудских. Я к этому не стремлюсь. Я живу обычной жизнью американского фермера на своем ранчо с бэк-ярдом 2 на 2 метра и искусственным газоном. И Всё. иногда, да, А у меня живет стейки. черепаха. это, ну, Черепаху. против твоей Вот воли? такая, или... вот такая черепаха. Мне подарил один друг, который бегал по пустыне, Алексей Лихарев. Мгм. И он ее там нашел и привез мне домой, зная, что у меня есть дети. Теперь у меня живет прирученная дикая черепаха дома. Она не агрессивна, она не Она нападает? супер стала домашняя, она как собака, она стучится вот так утром мне в дверь. Я открываю, она идет к холодильнику. тренировку давай. Она идет к холодильнику и стоит, ждет, пока я ее покормлю. А если я не кормлю, она просто ходит кругами вот так за тобой по кругу. Ну, то есть она прям, у нас пережила сезон, у меня была спячка. Они же медленные есть. Ну, смотря с кем сравнивать. Давайте пройдем соревнования. Я примерно скажу. У тебя шаг 1 как метр, да, получается? Ну, Почему? Ну, как 1,5? А если подарить тебе еще 3 черепахи, то, получается, будешь их тренировать, как сплиттер? Ну, получается, что так. Ну ладно. Они под домом будут Еще жить? надо стакан мутагена надо подарить. И в крысу превратиться. Крыс полно, Саня, не хватает. Ну, не все Ты ниндзя. Но не все Посмотри ниндзя. вот так вокруг себя. Но не Видишь вс- крыс? Но не все знают ниндзюцу. Ну, вот тоже, да. Тоже И не у всех черный пояс по БЖЖ. это с тобой поспорят. Все? Да нет, На этом можно заканчивать подкаст. Неловкую паузу надо преодолеть нам. Вот вспоминаю твой бой с Сергеем Павловичем. И вообще... Тоже твоя любимая тема. Не, реально, вот я видел этот трэш-ток, я даже не назову это трэш-током, ты вроде как-то там А что-то... его и не было трэш-тока. Ну вот я про это и Блин, говорю. вообще, Вот честно говоря, очень сильно не хотелось, сильно- чтобы вы дрались. Мне тоже не хотелось. Почему такая реакция была удивительная? Причем? Вам нужно позвать Сергея Павловича и с ним поговорить на эту тему. Мы его обязательно позовем. Я Давай сперва я сам с ним. удивлен. Но я думаю, что просто он немножко не в контексте юмора, в котором я шутил, и все. Думаю, что просто контекста у него Как юмора. это было? Можешь вспомнить, пожалуйста? Было просто... У меня был бой с Альмейдой назначен Мгм. на какое-то число. И тут мне утром звонят, точнее вечером мне звонит сначала тренер. Я который- прошу прощения, уже, по-моему, даже контракт был подписан на бой с Да, уже был. Альмейдой. Ну, он не был подписан, но он лежал у меня на почте. А. То есть Альмейда его подписал, я обычно даю себе несколько дней Мгм, на подумать. попить кофе. Вот. Мгм. И отдохнуть от тренировок. Вот. И уже все. И мне как-то я вот укладываю ребенка спать, читаю ему на ночь книжку, сказку «Три богатыря», Мгм. Илья Муромец и Соловей Разбойник. И только вот я вот дохожу до места, где вот Илья Муромец Соловей Разбойнику отсекает голову, мне звонок от моего, ну поздно уже было, от моего тренера американского, говорит, что вот так и так, я тут разговаривал, слышу, у тебя типа бой с Павловичем. Я очень раззнавался, если честно, потому что Павлович, ну вы видели Павловича? Видели же вы Павловича? Да. И, Ну, такой, да. он- Серьезненький. он- Колотушки он огромные. пиздец, у него вот это никак автомобиль, у него, блядь, Ну да, у него один просто удар, ну, я как бы не очень хотел с ним драться вообще-то. Вот. Я такой, ну, не хочу. И мне утром потом мой менеджер перезвонит, потому что он в это время спал, видимо, у них он в другом Тебя часовом менеджер кто, поясе. извини? А, Ну, с Америки имеется в виду или... У меня несколько наш? менеджеров. А, Я не буду упоминать его имя в суе, хорошо? Хорошо. Давай, продолжай. дальше. ну, в общем, до менеджера не дозвонились. Да, да. Из-за разности часовых Да, потом поясов. он утром вышел, говорит, да, типа, такая тема есть, типа, что вот будешь драться, ну, предлагает бой с Павловичем в этом Саудовской Аравии. И самое главное, вот почему произошло.
Дана Уайт его сам случайно опубликовал, потому что он делал анонс. Да. Анонс он сделал примерно так. Он зашел к себе в офис, увидел на стене написаны бои и А. проанонсировал их. А это был как черновик этого турнира. И им все, как бы, они даже, у них не было со мной согласовано этого, ни со мной, ни с Сергеем Павловичем. А И турнир всё, этот нужен был очень для саудитов. То есть они как вроде как саудитам раскидали там российских бойцов, которые бы они хотели увидеть. Они же еще и недовольны были до этого Да, кардом. Там уже какой-то, да, был бой отменен. И как будто бы UFC сказали, что очень надо принимать бой. А так как я находился ниже его в рейтинге, так как я уже один раз отказался до этого, Мгм. и я вроде как претендую на чемпионскую гонку в будущем, но как бы слишком много того, чтобы я бы сказал, типа, знаете, я еще подожду, там, или еще выберу кого-то другого. А вот у Сергея Павловича как раз была такая возможность, потому что у него, хоть у него и было поражение, но он все равно находился выше в рейтинге. То есть, если бы я выиграл бы кого-то ниже рейтинга, как я планировал драться с Альмейдой, я бы там так и остался в этом же месте, я бы его не перепрыгнул. И в целом его менеджер передал ему, что типа Александр не хочет, ну типа менеджер его там, то есть он сказал, что Ну, уловки вот не, эти, агентские уловки. такой был разговор. Я сказал, что я отказаться не могу. Если Сергей будет, я, естественно, подерусь, потому что возможности нету. Если он откажется, я даже непосредственно с Али разговаривал, меня поймал в UCPI и говорит, ну, типа, ты можешь отказаться, типа, как-то не очень получается. Я говорю, не получается у меня отказаться, но очень буду рад, если вы сможете отказаться, что, типа, ну, так себе будет Ты бой. сам так думаешь, что тебе не получается, ну, лучше не отказываться? Ну, Я- в силу обстоятельств, В силу обстоятельств, да, разговаривал с которые... менеджером, у меня есть как бы некоторые, ну, внутрянка уже UFC, которая происходила, они как бы мне намекнули, что бой для них важен, что если ты сейчас сольешься, мы как бы тебя так и будем держать в этом положении. У Сергея такая возможность была в этот момент. Ну и потом я просто начал на тему шутить, но не по поводу Сергея, а просто там Русич против Русича, там типа там Ящер, это игра, это Русича, Ящер, у меня еще была с детского праздника маска этого Ящера, я какие-то сторис записывал, что-то находил, какие-то такие мелочи находил по дороге, и просто вот их, делал. Совершенно не пытаясь конкретно на Сергея нападать, а просто... Ну, может быть, для него это тоже вот чувствительно просто было, и он немножко- и так воспринял. Как Ну, раз знаешь, как таки. это была такая гиперкомпенсация юмором того боя, который я не хотел. Мгм, Вроде как, если мгм. повеселюсь, то, может быть, и не так, Сгладить не углы. так волнительно будет. И вот, ну, как-то так пошло, и что, ну, еще тем, что Сергей Павлович единственный боец в UFC, которого называют по имени-отчеству, вот, но это опять не моя шутка, она как бы из комментариев, просто пришлось ее, ну, как Вот бы... это, конечно, не, ну, ты жжешь, конечно. Вот, и я что? пришлось использовать просто как какую-то, ну, она опять же, она в этом ничего личного, это, ну, как бы он наверняка этого читает огромное количество, если читает, если вообще читает в целом, вот, много в интернете, поэтому это просто для того, чтобы зрителям было, и, во-первых, в целом-то бой-то для российских фанатов был интересный, всем интересно выяснить, кто там, и как бы хотелось бы не делать его, типа, скучно, чтобы мы вышли, вот, все, здрасте, до свидания. Как бы не делать его, он и так был не самым зрелищным, а делать его еще скучнее тем, что мы бы вообще бы ничего не делали, было бы совсем скучно. Поэтому я понимал, что он будет незрелищным, потому что тактика против него у меня, скорее всего, будет одна. И она также проходила все наши спарринги, потому что мы с ним вместе тренировались. И хоть как-то подогрев интерес, как-то сделать бой, Ну, получилось 100%. учитывая, это. что я сейчас нахожусь в Америке, что я понимаю, что интертеймент это важно, что важно вот бои чуть-чуть делать менее пресными, вот. И вот его это, может быть, немножко мое поведение обидело в таком контексте. И я не сильно рад, ну, как бы касательно хейта, который у него потом у него появился. Честно, я немножко даже... Ну, парень-то как бы хороший в целом, и там честный, добрый, искренний спортсмен. Но он просто где-то немножко вот так эмоции дали свою слабину, и вот теперь вот он это разгребает. Но, кстати говоря, заметили, что он стал меняться и в сети, и в интернете. Следите за ним? более активен Он стал. стал что-то там как-то юморить, что-то, то есть он как-то его, как будто бы этот поединок Встряхнул. сорвал, немножко ему показал, что надо еще другую сторону развивать. Я не повлиял или кто-то другой, но круто, я ему желаю удачи и уверен, что у него еще все получится. Я не считаю там его... Не общались после боя никак? Да нет, конечно. Нет. Ну, конечно. Он же даже ушел сразу, да, вроде там, вот как-то. Да он у меня с поединка.
грузинскую послал, прям в ринге. А тут можно Ну, матом материться? Нет, тебе только можно. Вы запикаете же, да? Нет, Как- мы оставим именно. Как будто я... Я сделаю тизер из этого. Как будто он послал мне грузинскую кухню. Вот, и, ну, что было очень неприятно, конечно же. Конечно же, было неприятно. Мне пришлось где-то по этому поводу поиронизировать, потому что, ну, вообще-то это агрессия в мою сторону была, и как-то я Мгм. тоже умею защищаться, но Ну, не так. да, кстати, странно, что ты как-то, наоборот, сгладил это. Ты мог бы развить это, наверное. Ну, ты А сгладил. какой уже смысл, наверное, Ну, это- после... Это говорит о твоей высокоинтеллектуальности. Спасибо. В очках это вообще это звучит... ну, Не, в очках бы я бы еще более Нельзя, высокоинтеллектуально куда еще выглядел. больше? Что? Ты успокойся, Саня, вот это уже все уже раздражаешь. Саня, это Я, мне. я не могу Это успокоиться. мне, не, Саня, это мне уже в этом случае. Видишь, как А запутанно. ты знаешь, ты веришь в гороскоп? Нет. Я тоже нет. Но говорят, что Скорпион всех раздражает, а я Скорпион по гороскопу. А я? А я двигаюсь дальше. А я А змея- я А я двигаюсь змееносец, дальше. да? Не, да, гороскоп. А ты следишь за гороскопом? Нет. Нет? Ну, видишь, вот эти карты, Ну, всякие, послеживаю. Таро, вот эти, ну, Карта Таро верю. да, реально? Я Да. верю в карты Таро, что они существуют. Сегодня по карте Таро у меня выпало, что сегодня будет подвешенный день. Какое-то у меня сегодня подвешенное состояние будет. Реально? И Реально. можешь из-за беспокойства перед ЧБД, вот, нет? Нет, я не беспокоюсь. Ну, там тебе, конечно. Я беспокоюсь только за зрителей. Да, Это ну, знаешь, я- как будет? ну, Это вот как сейчас У меня страшно разве чувство самоиронии, поэтому очень всё равно. популярно человек против гориллы. Тут будет 5 горилл против человека, но первый случай, Да. когда человек, мне кажется, победит. Сколько бы там ни было горилл. Вот это самоирония, вот опять же, раньше я не видел что-то так в интернете, в Инстаграме, вел Ты активно. вообще на все приколы. комментарии, по-моему, отвечаешь. Сейчас Вот уже нет. кто-то какую-то агрессию Отрубили пишет. тренд в Москве. Не, ну ты прям там видно, что ведется какая-то работа в плане. Ты такой, так, вот здесь мы сейчас поштурмим на ответ. Ну, подумаем побольше. Да. Мозговой штурм проведем. И там прям ты реально какие-то колкие комментарии, ты четко на вот это вот подумав, видно, проведена Я так и работа, делаю. ответил. Я обычно читаю, если у меня что-то такое, так прям... Такой, ладно, откладываю телефон, Ага. доезжаю до дома, у меня в голове пока какая-то такой, так, я придумал. И чего-нибудь пишу. Ну, так и есть. чатом GPT не пользуешься? Придумай мне ответ, пожалуйста, на этот комментарий. Не, сейчас GPT, кстати, хорошая идея. Но нет, он достаточно пресно шутит, он пока шутить еще не Ты умеет. его должен развивать, типа учить и говорить, мне так не мне подходит. еще бы Тамагочи, как Еще тамагочи. его развивать, конечно, не хватало. Я сам-то не могу развиться, но еще его буду развивать. Мы так вдвоем на одном уровне останемся, чат GPT. Привет, блядь. Как день? О, круто, спасибо, это и напишу. Просто надо правильно промпты писать. Ну, запросы. Ну ладно, это мы еще тоже потом обсудим, как правильно писать промпты. Что это такое промпты вообще? Ну, запрос. А, ты знал, что такое промпты? Есть такой запрос. Есть такой запрос, называется промпт. Есть такой запрос. Очки из Лос-Анджелеса. 1,5 часа прошло, мужики, ну уже, ё-моё, хватит, а? О, смотрите, мы вывели его на эмоции. Хватит, Это а? нормально. В этих очках В этих очках у тебя не получается злиться. ты не можешь быть злым. Это да. и есть плюс, Ты понимаете? просто, видно, интеллигент такой. Да. Это Прекратите. есть плюс некий. Я А не как- буду повышать А как было голос. бы красиво, да, если он такой, Саня, да. Как было бы вообще красиво, да? Очень круто. Просто сразу бы цена бы этого и просмотры бы выросли, Мы бы, да. здесь не про И сразу бы... красоту, мы и здесь сразу про бы это- хасл. Представляешь, какой бы... Это был бы хасл, это был бы самый настоящий Да, несмотря хасл. на то, что они поцарапаны уже Да я их отполирую. Старший брат поддержку делал, они же поцарапаны уже. А это же... Каждая царапина, это как шрам на телечку, понимаешь? А шрам — это история. Да, у этих очков, что они только не видели, эти очки. И с той, и с другой стороны. Да. Вот, знаете, вот, напишите мне в комментарии про очки. Это ладно, ты это А самое. ты не подтирай эти комментарии. Тоже. Вот там, Развивай эту петицию создай он тут еще. будет до 17-го, я тут буду тоже подписаться до 17-го. Надо тогда какое-то условие И мы еще придумать. Кстати, мы встретимся. еще в Баку договорились. Ты будешь в Баку? Да, но ЧБД будет сегодня. Ну ладно.
Это тоже надо учесть. Это тоже надо учесть. Давайте перейдем к будущим История турнирам. для ЧБД. Пришел на хастл и 3 раза спрашивал про очки. Потом в конце, что было дальше? Что было дальше? Сидит в очках, вот так вот. Что было дальше, а? Не, ну, ты знаешь, что ты думаешь? Вот прям он хочет, что мне сделать теперь? Что мне? Я считаю, что надо придумать тогда какое-то условие. Какое-то... Давай, 10 отжиманий. Не-не-не. На столе. Ну, это практически как в бане посидеть, если мы начнем сейчас здесь отжиматься. Это температура Подожди, такая ну давай же другие, будет ну, Сань, ну что ты же не их имя, ты просто себе оправа понравилось, правильно? Мне именно эти понравились. Тебе просто оправа понравилась. Мне именно эти понравились. Вот сейчас, да, я покажу тебе, как они идут. Если что-то начало пропустил ролика, кто-то перемотал вперед, показывал, мать, в эту камеру. Круто, да? Не, реально не. Ты знаешь, на кого похож? реально вообще другой человек. Круто. Ты вот... Круто. А еще кепку законы, понимаю. которые А кепку принимает понимаешь, женщина, да, кепку? Яровая, знаешь? Не ту, мою. Это моя, не переживай. Вот это, да, нормально. Но да. она не пахнет. Опа! Смотрите. Ну, это уже Peaky Blinders. Ну, Блин. Ничего себе. Ну, вот Да это вообще нет. стайл. Это уже ты кто-то из джентльменов. Вообще ужас. Я бы честно сказал. Вот очки все портят, реально. Да, согласись? Слушай, под эту кепку бы еще идеально Волгу какую-то У меня и ствол есть. шашечку. у меня еще стол есть Лас-Вегас. Смотрите, я Лас-Вегас. Лас-Вегас. Как он сразу... Лас-Вегас, здесь нету, честно, В Лас-Вегас. Лас-Вегасе как буду. Здесь не Тут нужно. не нужны стволы, тут... Тут у меня есть охрана. тут Охрана, я называю есть. вот так Вообще. свои руки. Охрана. Это для подружки. Откуда он про не знает? Иногда они встречаются. Что? Я не знаю, Тамбин. Он что мне с ним сделать? Ты уже их не заберешь. Что мне с ним? Я Ну не все, понимаю. уже Вызывай- процесс, видимо, Ты запущен. же видел, как я реально... Вызывай полицию. ну, как Ладно, я тебе оставляю еще возможность мне их подарить. Все, вот это красиво было. Возможность подарить. Опа. Ну, Чётко, трехочковый. метка. Это без очков еще. Без очков, да. Видишь? Пройдемся по актуальным темам, а идем дальше. Я знаю, этот подкаст должен называться Я отсюда не уйду. «Адам 2 часа пытается мне подарить очки». Что ты думаешь насчет Тапури и Оливейры? Прогноз какой-то. С кем бы ты подрался из них? Я Ну ладно. не знаю. Тут Мой просто вопрос всё снимаю. прям решится дальше для Тапури. Если он проиграет, значит весь это все, Согласен. что было, вообще это пух и прах разлетается. Если он выигрывает, это опять это терпеть все надо. Вот это. Тебе нравится вообще Тапури, как он вот ведет этот Я не движ? смотрел ни одного боя его. Пока что. Реально не видел, Это да? пока еще нет турнира, который был... У нас есть у нас с Лехой есть YouTube-канал, где мы обозреваем поединки. Но так как я не очень много Ты же смотрю... недавно его завел вообще. Да, так я не смотрю поединки, и так как я не знаю бойцов, мне приходится прям непосредственно перед каждым этим у нас брейншторм, мы садимся, 2 часа смотрим поединки. Ну, Леха смотрит все мониторит, Ну, все придумывает. Леха, да, Леха смотрит, все придумывает. Вот. И мы потом, я знакомлюсь с бойцами. И вот когда бойцы повторяются, а так еще выпусков немного, бойцы пока еще не повторяются. Но когда они повторяются, я уже могу сказать, вот там знаю. А так, я просто знаю, что есть парень, который там в легком весе, вот Оливеру, конечно, видел, слышал. У него волосы крашеные, вот это и он знает джиу-джитсу. И у него на спине еще татуировка Оливьера есть. Крутое. Вот, это... Под Новый год все мы любим Оливьеру. Оливейру во весь дом. Да, если этот поединок будет 31 декабря, Он вообще идеально Да, идет вообще будет- в стол. да, грузинская кухня с оливьерой, это будет просто идеально. Вот, все будет отлично. Так, в целом, я прям вот, если не выдумывать, ничего не могу сказать по этому поводу. Я понял. Красиво. Камзат Дюплесси. Тоже такой чуть хайповый Ага. бой. Ну, тогда интересно посмотреть. Даже, знаешь, интересно, как себя будет проявлять Хамзат в разных поединках. Все-таки мы смотрим часто такую его одностороннюю работу. Сам у него такой был длинный бой с Бернсом. Да. И Ну и с Камару тоже. и тяжелый был. Ну, Камару, да, но при этом тяжелый. Но Камару, я понимаю, на эту категорию выше перешел к нему. Камару уже на категории ниже был. Да, возможно, да. Вот, и поэтому, ну,
Не знаю, считается, не считается, Мгм, считается, не мгм. считается. Ну, нет, считается, конечно, но чувствовали он там себя комфортно. Мгм. Вот, ну, Камзат, конечно, будет иметь преимущество, я думаю. У него борьба пока Допусти что... какой-то вот стиль пьяного мастера постоянно. Вот всегда я не понимаю, как он выигрывает. Ты же видел его бои, наверное? Ну, нет, Реально не смотрел. честно, не смотрел. Можно я скажу Нет, честно? ну так, Можно я скажу да, честно? нормально. Не, я как бы не смотрел целиком бои. Я Я понял. смотрел какие-то там, типа, Хайлайты. нарезки там, а целиком бои не смотрел. Бои Хамзата Чимаева я целиком смотрел, потому что они короткие зачастую. Вот, это большой плюс, я такие бои люблю. Поэтому, наверное, ну, мне кажется, ну, как бы, все-таки будет у него преимущество в борьбе, будем в это верить. Ну, как мы же по-другому не Да. можем верить. Мы же в это должны верить. Знаете, прикольная идея, я недавно узнал, что вот есть же такой термин «верить в Бога» там, да, или «верить в какие-то высшие силы». Верят, да? Но и в науку ведь тоже верят, потому что по факту мы верим в то, что какой эксперимент поставили ученые, то есть мы как бы верим им на слово, каким-то людям, которые сделали какой-то эксперимент. То есть наука — это тоже в некоторой степени вера, только вера в то, что сделал кто-то, кто нам что-то сказал. Ну, вообще, по моему мнению, наука совершенно не исключает. Ну, то есть вера в Бога и вера там условно в науку, вообще одно другое не исключает. Совершенно. Наоборот, наука как раз доказывает Например, чем? устройство мира, тонким устройством мира, что все это Мы какую-то оно показывает, серьезную тему наука задели. показывает, как устроен мир, но она не может объяснить, почему. Она подробно тебе покажет, как это все происходит. Теология не может объяснить как, но говорит почему. Наоборот. И теология может тоже объяснить и как, и почему. Как? Нет, как теология не может объяснить Наука. как, потому что теология объясняет как. Если как объяснять теологию, мы бы сейчас жили бы еще в каменном веке. Неправда. Почему? Так, ладно. Вера, она же не оторвана. Не Земля- оторвана. Земля от- плоская или, Какая земля? или шарообразная? Подожди, какая земля? Юр, А киты? Продолжай. Вот у тебя, допустим, А кита? дома, у тебя дома живет черепаха. Киту любишь? Ну скажи честно. Вкусная рыба, да? Ой, ладно, мы зашли в какие-то дебри. Да, ну не об этом подкаст. Я просто веры. Я верю в то, что Хамзат Чимаев выиграет. Как мы круто ушли от... На основании того, как он до этого проводил бои. Вот так. Я понял. Насчет твоего будущего, Александр. Ну, туманно. Почему туманно? Во-первых, я даже не знаю, уйду отсюда в очках или нет. Как минимум вот это. Но ты веришь в это? Ну, я в это верю. Я верю, что мы... Знаешь, вот если человек этом во же что-то сила. верит... Понимаешь? Сильно верит. Я с Эйвеном поговорю. Это как какой-то видели, это там ролик, Хабиб снимал рекламу, что ли, для Когда звонил по поводу машины, по поводу машины. Такой, Да. все, мы с тобой договорились. Ну мы же с тобой договорились. Нет, это же для съемок было. Да, такой, нет, мы с тобой договорились. Поэтому ну, я что-то не видел, что вы руки пожали. Ну, Нет, так мы еще не договорились. Я не Ну, могу же да, это там пока помрать. еще А нет, то смотри. будет запечатлено на камеру, Знаешь. это преступление, как понимаешь. долго Сань, ну мы процесс с тобой, я переговоров идет. думаю, у нас с тобой еще будет дружба. В любом случае, мы с тобой в Америке увидимся. Маловероятно. У То тебя есть, Ты маловероятно. знаешь, Вот я просто посмотри, хочу, если ты во что-то Адам, веришь... Адам, мне 3 или 4 раза писал, давай запишем подкаст. Я тебе хоть раз отказал? Никогда, было, кстати, да. никогда не Просто отказывал. вот Ни разу не один из отказал. последних Не разов мы просто Я- оказались в я- Лос-Анджелесе. Да, я даже сам сюда приехал. А вот я, Адама, просто первую просьбу. И что он мне сразу сказал? Ты знаешь, я, несмотря даже на эти Посмотрим. слова, Посмотрим. несмотря на эти слова, я в любом случае вот хочу... Ну, ты же верил в это, да? Ты же веришь в это. Возможно, ты этого хочешь. Но не могу я отказать тому, чего ты хочешь, Александр. Не могу. Да. С болью от себя эти замечательные Chrome Hearts передаю. Я вот на самом тебе, деле- Александр. Вот это от От души. меня в Да. подарок носи О, с удовольствием. Спасибо тебе. Носи с Это- удовольствием.
Все от души. Носи с Спасибо. удовольствием, хорошо? Спасибо тебе. С удовольствием носи. Исторический момент. Это было не для съемок. Это может быть даже им вырежем. там, как Это они просто, тебе это попались. вырежем. Красиво. Это просто вырежем. И Адам сел в очках, а потом резко стал я сидеть в очках. Просто, не, очки вообще классно. Я, допустим, всегда мечтал о макбуке. У меня просто никогда не было. Да ты тоже меня запарил. MacBook- Держи, Тамби, MacBook- пожалуйста, MacBook держи. Pro. Не-не-не, ладно. Это MacBook Pro. Да-да-да, это MacBook Pro, представляешь, 16 дюймов. Не, ну, Я дома, Сань, знаешь, я иногда как надеюсь, да, засыпаю? что Вот в я Вегасе покрутимся. Я ложусь и вот так засыпаю, вот так. Блин, ну классно же, у меня очки эти идут. Согласись. Ты знаешь, я тебе без шуток говорю, ты их не найдешь больше в магазине в том, где я покупал. Они серийно, типа, выпускают очки. Ну, Да. как лимитированные, типа, вот так вот, по Блин, партии. честно, я их, скорее всего, потеряю. Не потеряй, Я шучу, пожалуйста. я шучу, Не шучу. потеряй, пожалуйста, реально. Я очень... Нет, ты мне их верю. реально хочешь О, а подарить? ты придешь? А, да, А ты да, будешь да. на какой-то пресс-конференции? Пообещаешь, А что... внутри что есть неприятно? Да не, если честно, ты просто сказал, что ты вот прям вот веришь, что вот хочешь. Я подумал, блин, я бы если так верил бы, хотел бы, я бы тоже было приятно мне. Блин, они мне честно очень понравились. Ты будешь в них Да, если идут, на да. пресс-конференцию какую-нибудь придешь? Я сегодня к вам приду в них. Ну, помимо этого. Конечно, Как-то обязательно. вот Я на буду... UFC. Всегда говори Давай, чьи, пожалуйста. давай так, я хорошо? буду приходить на каждую пресс-конференцию у них. Сань, вот тогда мне вообще приятно тебе дать. Всё, я буду честно. в них- Люди будут спрашивать, откуда Я эти вообще- очки Я такие в них буду приходить на интересные? каждую А там для пресс-конференцию. меня один человек в Лос-Анджелесе в очереди отстоял большой. Да. Ты можешь под себя под зрение сделать эти... если- А мне отлично. Да, право можно... А да. мне Нет, очень ну, у них такой футляр классный, тебе надо, я тебе передам. Да. Там реально Да, кожаный я такой. их снимать не буду. Ну, Прикинь, прекрасно. просто Это щас- прекрасная вообще история Вообще на подкасте. круто. Спасибо это, тебе это большое. исторический выпуск. Спасибо Это тебе. историческое. Ну да, где-то Такое, стало КПСС. у вас, Мы про выпуск. у вас хоть раз было такое, вот, знаешь, чтобы вот отжимали смотрите, очки? Ни на самом разу. деле, давайте разберем эту ситуацию. Вот была такая ситуация, пришел, значит, американец к вам на передачу и начал, ну, говорит, блин, классные очки, Адам, да? Адам такой, блин, и все такие, блин, Адам, конечно, не очень. А потом такой, Адам, ну, видно, с сердцем отдал очки, такой, ну ты по-братски, все нормально. Такой, Саня, конечно, вот выпросил, вот, конечно, негодяй. Нет, Видишь, как резко по футболу. Давай, может, Тамби подарим MacBook тогда, Не, у меня есть. Нормально. чтобы мне одному было неудобно. Блин, Слушай, всегда мечтал вообще- о кофе. Всегда, вот честно, вот Или Всегда мечтал Ну о ладно, пыли со стола. хотя бы- он упал, кстати. если хотя дисплей уже бы не работает. iPhone. Блин, всегда мечтал о чужом айфоне. Он разбитый, ну ладно. У меня все разбито, как и мое сердце в данный момент уже. Да ладно. Да всё ладно, уже, мужики. значит. Сань, на самом деле, спасибо, что пришел. А, всё? Всё? Нет, не все, просто я что Просто уже говорить. периодически. О чем говорить? А, он Он просто- сейчас расплачется. О чем Ему мне надо говорить? срочно закончить этот подкаст. Ладно, давай Спасибо еще тебе, что пришел очень, да. Давай, расскажи мне историю про эти очки. Чтоб я- Не, история очень короткая. И на самом деле... А что это за магазин-то? Я даже не в курсе. Я, вот, честно, не Наверное, знаю. не видел. знаю Вот, бренд. одежда с крестами, может, ты замечал? Вот рэперы ходят такие. Ну, Affliction. Йоу, Affliction. Chrome Hearts называется. Это рэперские очки, получается? Ну, это не, это типа такой стиль, более... Молодежный, да, модный, да. молодежный В такой. Америке Кстати, очень... реально вообще прям... Ты, получается, как Лепс с передачи, что было дальше. Но они дороже намного, чем его. Да? У него дешевые очки? Ну, у него Они там... не дешевые, они продаются дорого, но ну, я бы лучше их принял в подарок, чем наверное, приобрел. Не очень. И да? принял, собственно, это было Да, классно. да, кстати, у меня тоже Классные одни. очки. И меня, кстати, тоже вот Рустам забрал сразу. Практически. Он увидел их, он на мне говорит, да, серьезно, и вот и просто забрал. Ну, тебе еще не Том осталось Форд подойдут. Вот темный Том Форд. Я тебе советую. Я бы, знаешь, еще почему я вот так к ним привязался с первого взгляда? Потому что мне очень редко подходят очки. Прям вообще Да, никогда. реально. Это Прям вообще сразу другой у имидж. меня, во-первых, нос очень большой, и у меня они высоко сидят, мне прям очень редко подходят очки. Ну, вот И у меня когда вот то я, же я, самое я было. даже не смотрел в зеркало, я прям почувствовал, как они прям вот прям, Мое, да? ну, твое, конечно, но и мне тоже подошли. Я прям вот думаю, круто, конечно. Не, очень круто, очень круто. Вот под образ самое то. Под образ самое то. Очки, ой, часы,
Сейка, ну, прикольно, можно чуть-чуть обновить. Гранд Сейка. Ну, Сейка. неплохие. Rolex все-таки нужны, 41-й, да. О, хочешь, а я подарю тебе часы вместо очков. Только не эти, другие. А почему не эти? Что случилось? Что, Хочешь почему? эти? Эти мои любимые. Да? А они у меня самые нелюбимые были. Ты знаешь, что самые нелюбимые. Да нет, реально. 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 Что происходит? Реально. Почему я просто свидетель? Ну ладно. Все. Сань, Блин, спасибо большое. как Прикинь, красиво. Как Ничего круто. себе. Не, они те, ну, они твои реально любимые, можешь поставить. Нет, мне очки тоже так понравились сильно. Офигеть. А они шаги показывают? Не, или- это А зачем это мне нужно? Это так? механически играет Сейка. Они... Смотри, как сели. Блин. Смотри, как сели и до шеи доходят. Вот это прям Смотри, как круто. по Смотри, руке смотри. мне. Опа. Блин, Привет. только теперь я на что было дальше, пойду без часов. У меня не будет образа с часами. Но ничего, я загорел. Надо... Как тебе? Но, кстати, мне на них всегда не хватает шагов. Может быть, Кстати, и на самом деле более правильно подарить мне тебе именно эти часы, потому что в основном мне часы дарят, а эти я купил себе сам. Вот. Реально? Да, и поэтому что не понравились. Сколько Поэтому... ты за них отдал? Ну, если дорогие, я не могу принять. Не, они дорогие. Они штуку стоят. чего? Шестерку? Да. Ну даже там сейчас больше, может быть. Нет, хорошие часы. Это Круто, я Нет, всё-таки а если вы очки. если не разбираетесь в часах, то Grand Seiko это... Не-не-не, это аналог Rolex японский. То есть Ты они реально как- говоришь? Ты не Да. заберешь мне их потом? Нет. Вот, можешь сказать это? Да, это не для съемок. Круто, я обрадовался, что я ему очки отдал, реально аж. Что ты можешь Что, хочешь еще поговорим iPhone насчет чего? или что? И там Би еще ноутбук. Вот теперь идет разговор. И там Би просто остался. Говорит, подари там Би ноутбук. Не, я почему? Мне достаточно уважения и любви, которые Да, вы проявляете Танбир. ко мне, поэтому... Народное признание обо всем говорит. Да, оно не Вот монетизируется. я вообще но не оно- видел человека, кто не любит Тамби. Неправда, Вот неправда. я не встречал. Это- Я видел. Ты- Вот он Да. сидит напротив меня, допустим. Я видел. Сейчас. Кто, твой друг? Ну, он, кстати, его знает. Нет. Ну, у меня есть друг другой, который там Би не любит. Почему у него Что не я любит? могу, что Ничего, я могу подожди. с этим Ну, потому сделать? что его лично не знает. Да Типа не, просто- шучу, я придумываю на самом деле. Я Все- тоже любят- себе все придумываю любят друзей. Не, вот там Би такой образ, он... Олег Майами его не любит. Не, почему? Где Ну, сейчас Майами? Мы нормально с Олегом. Мы вот когда поборолись, я ему написал, это спросил, как Не как его говори здоровье. часто, что ты боролся с Майами. Ну, это не- Тимур, как его зовут? Ланская? Нет. Каргин? Нет. Гурская? Богдан Титамир. Так он тоже приходил потом А потом опять, да? второй раз, и Да, они у уже нас порешали. как бы закончились прекрасно вообще съемки. Ну, то есть он пришел, сказал, я, говорит, ну, посмотрел со стороны на себя и протрезвел, говорит, вообще все, я по-другому теперь мир вижу. Да. Круто. Блин, главное, чтобы у меня сегодня такого не было. Вот этого я не хотел бы. Не, почему? Там... Мне кажется, ты должен Вот этого я не топить кого-то. хотел бы. Вот я бы на твоем месте вот У меня целенаправленно еще история Щербакова так топил. себе, конечно. И обязательно, Ну, я если не не должен нравится, знать, встань, подойди ко Давай я мне. сейчас расскажу вам историю. Давай. Не, я не знаю, Мы же- я А, не тебе же должен не- знать. Нет, давайте я расскажу, вы первый выпустите, а там уже будет... Блин, там Макс с ума сойдет. Просто с ума Смотри, как это сойдет. ужасно было. Такой, блин, Макс, мы там в итоге все рассказали, Да, все. ну, я думаю, мы после все равно выйдем, чтобы... Думаешь? Ну, Ну вообще, да, появление вообще, в по очках, идее- откуда это произошло, Ну ты да, же скажешь? да, согласен. А откуда эти очки, смотрите, А такой нет Хасов. выпуск, еще может выйти там Не-не, он выйдет через в 2 20-х месяца. числах. Да, так быстро? Это как раз когда будет турнир в Баку. Плюс-минус. Круто. Вообще круто. Мы еще и в Баку будем. Все совпало. Блин, как Знаете, круто. все совпало. Как О, круто. мы в Баку, нам надо сходить в одно место, в ресторан. Классно. Ну, куда мы еще там сходим, конечно же. Блин, я чувствую, это будет вообще... Это Саня как раз думал, ехать, не ехать, он вот так вот. серьезно? А ты бывал в Баку? Нет. Блин, тебе очень ты бывал? понравится. Я был один Мы раз. обязательно должны снять видео. Вот это 1000. В ресторане. Вот надо в Вообще ресторане здесь. засесть нам. Там вообще везде, в любом месте вкусно. Я не знаю, это... Может, я не объективен. Возможно, да. Мне не вообще знаю. любая еда, Это тоже. да? Кстати, да, Кроме удивительно, Вегаса. что Тамби все Ну, любит. кроме Вегаса, да, В ладно. Вегасе невкусно было. Вегас. Не, классно. Вот классно было как раз
со спортсменами, я был с Мовсором, и там еще... Готовил Мовсора, кстати. Готовил, да. Готовил Мовсору. Я был Извини, я я был перепутал. свидетелем его Ну подготовки. вот они, и мы ходили, они там эту гранолу каждого. Я сначала такой, ну вот такое у меня Гранола — это было просто, отношение. овсяная каша. Ну вот, да, с греческим Тушёная. йогуртом, и я такой, вау, оказывается, можно вот так вот тоже, и как бы правильно питаться, и вкусно при этом. И вот это было классно, я для себя открыл вот эти все штуки модные. Вообще гранолу, вот и опять про еду, А что да. ты у меня не остановился? Ну, мы Партнёр тогда, предложил? мы тогда не знакомы были. А что не познакомился? Ну вот как раз Так вот вы же мы ролик когда сняли вместе. познакомились А у меня- первое... А у меня все равно места бы не было. А, да, там же черепаха сейчас. Извини, у меня черепаха просто. Блин, да. ты Я бы такой- каждое утро я бы стучал, смотрел бы на этот холодильник. Капусты. Не, классно. У моего сына такой портфель школьный в виде панциря черепахи, а черепашек ниндзя. Вот ты как раз бы владел бы и вот так бы ползал бы. Да, у нас там сейчас дети, у нас сейчас там черепаха будет жить, аккуратно. Лучше пока во двор не выходите. Это самая веселая в России черепаха. Да, ну и по скорости она тоже, да, так себе. Да, кролика не Кстати, обгонит. видел... А в России у меня жили кролики. Серьезно? Да, 2 кролика. Потом их бац, что-то 8. А ты Не, то, что на хотя улице оба находишь пацаны. сразу в дом или как? Не, я купил их А. декоративно. Сейчас один остался вот у матери жены, живет. Сколько ему лет? А второй пельменями стал. 8, первый умер, вторая вот еще... 8 лет кролику? Да. Они же вообще недолго Ну живут. вот сейчас, да, уже старенькая. совсем. Срочно нужно зарезать, высушить мясо и... Не, ну это вот вкусно боюсь. такое Обратно, уже. да? не кормово. Нет, подожди, мы же все кушаем мясо. Ну, тоже. А, Не халяль. Кролик можно? Можешь. Этого нельзя. Да как? А, нет? ну конкретно этого. А, да. Историю хотите? Да. Точно? История, которая будет, или... Нет. А, просто... Которая будет, хочешь? Не, я хочу... Ты долго думал, Все которую равно не рассказать? отгадаешь. А? Долго думал, какую рассказать, типа, на ЧБД историю? Нет. Сразу придумал. Да, реально? Да. Придумал. Ну, сразу вспомнил. Да. Короче, был у меня такой опыт работы с компанией Master Suit, которая шьет костюмы. М. А, Мы пришли к ним. Помните, у меня был такой момент, когда я дрался как раз с Дереком Льюисом, тот самый знаменитый бой, когда я вышел в шапке-ушанке, Мгм. которого меня сбил на взвешивании, когда мы с ним чуть-чуть Мгм. поросили. Так вот, в шапке тоже есть история. Я приехал в этот Master Suit, мы там мерили костюмы, и там эта шапка висела. Ну, я как твои очки видел, такой, такой, померю Да. шапку-ушанку. Вот. А чтобы вы понимали, у меня кролик, который сейчас уже умер, у него порода Рекс и кличка Рекс. М. Вот, у меня, Это красноглазые вот эти белые? не, или- они такие, у них гладкая шерстка, они они очень гладкие, такие пушистые. Ну, он маленький такой, как бы, Рекс. А уши у него вот так висят? Не, или наоборот, так. стоят? У меня второе Всё. веслоухая девочка, Ага. а мальчик Рекс был. Ну, такое оригинальное имя придумал, такой, как его назвать? Написано было порода Рекс, я такой, Рекс, нормальное имя, да, хорошо. для кролика. Причем такой был боевой, у нас агрессивный. И такой, блин, такой, прям как мой Рекс. Я такой, блин, прям классно. Я такой переворачиваю, а там написано материал Рекс. Блин. Я такой, блин, Ужас. да, ужас. Было, и прикольно Вот. было бы. А то умер же уже в тот момент В кролик. тот момент еще был жив. А. Он умер, когда я уже в Америку. А если он умирает, ты можешь, типа, ну, вот, взять... Шкурку Ну, и типа, вот сделайте мне в память о моем Рексе. Брелок. набить его. Это сейчас Из ко- как эти Не, на новые. машину вот это. Как Эти у новые, Табиби. как они называются? Эти Лабубу. лабубу, да, лабубу сделайте мне из Рекса. Не, можно было бы, кстати. А почему? Вот С лицом куда? Тамби. Лабубу. Саня, я надеюсь, мы в Баку снимем влог вместе по поеданию шашлыков. Наверное, надо будет выбрать, где лучшее место. Попробуем. Там, конечно, я думаю, мы оттуда приедем сильно больше. Да. Это спасибо. Сильно больше. Прям невероятно. Ну, вот Невероятно сильно. 2 раза больше, чем то, что сейчас. И я думаю, там же протестим его черный пояс, Тамби. Все-таки надо Но проверить. на мне? Ну, Протестим и на на мне? мне. И на мне. Все. Все-таки хочется посмотреть. Я завязался спортом.
Ну, что-то есть вроде. Глянем, в общем. Глянем, посмотрим. Я тебе не разрешал меня касаться. Извини. В общем, спасибо. Фига себе, ты ничего, плюс смелости прибавляешь эти. Это что так Я это? думал, у вас наоборот побратались. Я тоже как-то, обменялись. И все, можно, типа, уже... Честно сказать, шестерка, это вообще, я... Я, никогда честно, не получал. ожидал. Я не ожидал, что так сделаю, но я понял, что я, раз я так поступил, я тоже так должен сделать. Да, и Честно. завтра на Авито там... Честно. Да, Блин. очки, Нет, часы. нет, Не заходи на Авито завтра, пожалуйста. Нет, пожалуйста, носи их. Они очень крутые. Слушай, я тебе говорю, мы через года встретимся, не будем. Они очень... Ты вот если почитаешь и поймешь, насколько Да. вот этот Grand Seiko, Классные конкретно эта машины. модель прикольная, с их этим Не, реально. Бэкграундом. механизмом. Это и всем остальным. японские? Или... Это японские часы, да. Это как японский Rolex. Вот можно Очень сказать. круто, спасибо. Это, Просто как бы, есть отличие Seiko от Grand Seiko. Grand Seiko это немножко вот другая про бренд. них Эмир говорил, кстати, что вот Мгм. вроде как я Эмир Кашуков, которого вы сегодня видите, соответственно, в студии. Он тоже любит часы. Да. Кстати, Да. он, наверное, будет о чем поговорить. Реально очень приятно. Спасибо тебе Жаль, большое. что я не успел заехать домой, взять другие часы на съемке. Вот что. Подешевше. А ты же на машине. Слушай, Может, ты меня во-первых, довезешь? Подожди. И мы что там- происходит? Машину отдать тебе, что? Подожди. Что за машина у тебя, кстати? Блин, всегда такой У меня какая мечтал. хорошая машина. А я тут с рюкзачком на такси так ехал. А ты, кстати, в Америке на чем ездишь? На машине. На машине? На какой? Серьезно машина? А прям с Ты маркой супер или как? маленькая, да, вроде я видел тебя? Не, у меня Infiniti QX60. Ой, QX80. А, Большая. Подожди, ну ты как каждый житель Америки в первый год по-любому же Prius брал? Не, в первый год я взял пикап за $5000. А. Я купил пикап с мувинга, там ребята продавали Мгм. с мувинга пикап, просто убитый, там, не знаю, сколько там 220 миль пробег уже был. За 5 даем. Он такой, ну, а че я буду снимать за 1000 в месяц? И он у меня Ford 150. Так круто, я на нем отъездил, прям вся ковбой на стоит. Вообще, это прям вот, пока у меня двигатель не загорелся на светофоре, просто вот такой вот дым пошел, такой, А через сколько это миль ну, произошло? через год примерно. А, Там в километрах, да, всё-таки? Я Ага. сначала купил в LA, а уже приехал в Лас-Вегас. Ага. Думаю, пора менять машину. И поменял вот на QX80. Блин, тоже очень крутая тачка, мне так нравится. Прям кайфую от нее. Ну ты фанат тачек вообще? Есть Нет. какая-то определенная тачка, Нет. которую ты возьмешь Нет. себе, нет? Какой-нибудь muscle car не Нет. хотелось бы взять Нет. в Америке? Какой-то чтобы- рам, нет, такой большой? Ну, я рам вообще, ну, типа, зачем? Мне как бы нечего гиперкомпенсировать. Мне всё Cybertruck. хорошо. Нет, мне электромокары вообще не очень нравятся. Нива, нет, как будто сейчас Вот прикольная. Знаешь, сейчас как будто вот мне прям очень нравится вот этот Infiniti QX80 просто на то, что такая большая, Это новая прикольная. самая, которая сейчас? Не, у меня предыдущая, Ага. мне как бы еще, которая новая, чуть более зализанная, прикольная. Lexus прикольная, хотя Infiniti больше нравится. А Это- Лисян, подожди, ты китайские тачки пробовал? Лисян, вот такая, знаешь, такая есть тачка? Лисян, это же это жена этого Да, Паши Нет. Воли. В Паши честь Воли. нее непосредственно есть Лисянг, дословно она называется, Лисянг. Не знаю. В Америке все с ума сходят по этой тачке, потому что начали... По-моему, только заводить. начали завозить. Да. туда. Я не видел еще ни разу. Вот если ты здесь будешь, советуйте Вот взять, прикольно, там попробовать. Sequoia прикольная еще, Toyota, А, как раз он гибридная, огромный она тоже. прикольная. Но она, может, слишком большая. Ну, какой-нибудь muscle car, типа кабриолета, знаешь, какой-нибудь Мустанг, так, Ну, чтобы- это что это уже как Приора в Москве, наверное. Вообще, знаешь, что если брать muscle car, надо брать Porsche. 911 какой-нибудь кабриолет, чтобы он открывался. Мгм. У Porsche хорошая машина. Лучше, чем все эти там Lambo. А зачем кабриолет нужен? Вот зачем? Ты знаешь, что зачем нужен? Ну, смотри. Во-первых, когда Почему- такой большой рост, Нет, зачем туда он надо нужен мне? поместиться. Я понимаю, зачем он нужен тебе? Ну, как бы... Мы, кстати, это я пробовал Подожди. в ламбу сесть, такой, блин, это не наша машина Да, там совершенно. она маленькая очень. Она... Ну, она Да, и да. по качеству, ну, как, ну там звук крутой. Не, Ну, ну, всё же. кабриолет, он же, знаешь, я еду с длинными волосами, такой, в очках, как А фирма. шляпа, есть у тебя шляпа Как вот фирма эта американская, называется? белая? В очках Chrome Cars, Ты посмотри, там видишь сбоку всякие вот такие узоры, вырезы. в очках Chrome Cars я еду, и ветер в лицо, все на меня смотрят. Он говорит, ну, Очень какой- круто. О, на Део Матис едет.
Кабриолет. Вот так вот. Просто голова. Ты, кстати, Окли с подают крыши. очки. Окли. Я уже этот этап прошел. Да? Окли Да. прошел? Да. Это вот эти вот странные вот. Не, вот Не, типа... это гоночные Макар вот такие эти. любит. они не Да. гоночные, они рыбацкие. Вот так бы я Мгм. сказал. Рыбацкие или спортивные. Ну, в основном их носят там кто вот с удочками. Ну да, да. Или на каких-то заданиях. Они, задание только в кино. Задание как носят. Они Я на месте. эти люди, которые с удочками и на Subaru Forester ездят. Вот туда они. Чисто Макар ставил, реально. Блин, это вот, да, я вот сейчас понимаю, почему они Илюхе нравятся. Он фанат просто по рыбалке. И Да. говорит, Ну, Ты кстати, вообще, вот, ты что, разгадал все, бля. он Красавчик. как раз вот сейчас вроде уже должен был приехать. Можешь с рыбалки напоследок, с потому Воронежа. что мы еще более свой смех продолжим. Мне нечего больше дарить, то могу только вот это. Нет, нет. Там- Могу просто там похвастаться. нужно. Я тоже могу Кстати, дать. Ты как мне Тони мокрую, я тебе Сопрано, мокрую. видишь, похоже. Да, классно, классный стайл. Как у Тони. Да. Прикольно. Спасибо. Спасибо. Какой-то анекдот нам напоследок, что мы Анекдот. с этими жамбами отсюда ушли. Просто ты выдаешь иногда, реально, очень круто. Не знаю, все Ну, смотрю, я не вот. подготовил же анекдот. Это же... Анекдот он такой, он как родители его не выбирают. Давайте расскажу вам анекдот, который я недавно сам услышал. Вот, выбрали сову в лесу главной, самый старший, самый мудрый. Ну вот, она же ночью бодрствует, днем спит. Вот, а в лесу стали крепить мышей. Прям крепят всех мышей. И они, прям... Что делать нам? Нас все, говорит, едят. Ну, вообще, днем вообще никуда не выбраться. Ночью совы нас, и там птицы дикие, там это. Ничего, надо у совы спросить, как бы, что делать. Отличная идея. Бегут к сове, она самая мудрая, стучатся, ту-ту-ту. Сова такая. Что надо? Так, мыша, что надо? Сова, ты здесь самая мудрая. Ну, нас все крепят в лесу. Что нам делать? Станьте ежиками. Точно, ежиками, мы станем ежиками. Все, спасибо, сова. Бегут. Такие, так, ежиками. А как нам стать ежиками? Кто-нибудь знает? Не знаете? Что делать? Пойдемте у совы спросим, как стать ежиками. Бегут. Такой, ту-ту, сова опять вылезает. Такой, что случилось? Такое. Идея классная, супер. Вот, быть ежиками. Ежики, они более защищены. А как нам стать ежиком? Я вам дала стратегическое мышление, а тактическую реализацию вы выбирайте сами. Спасибо большое, Александр. Надеюсь, это последний выпуск. Последний анекдот от меня на сегодня. Реально очень приятно было наконец-таки классно. поймать. Мы с тобой в Америке должны были, в Вегасе, в Л.А., но смогли в нашей белокаменной Москве. Надеюсь, Баку мы продолжим наш Да. трип. Эта по история еде. не заканчивается. Да.